Фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» начинается. Титр. По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Заставка. Памятник «Медный всадник». Петр I сидит на вздыбленной лошади. Перед памятником буквы, слово «Ленфильм». За памятником пересекаются белые лучи блокадных прожекторов. Творческое объединение телевизионных фильмов. Гравюра с изображением Вестминстерского дворца. Здание в неоготическом стиле с множеством шпилей на берегу Темзы. Особо выделяются расположенный слева массивный прямоугольник башни Виктории и высящаяся справа часовая башня Биг Бен. Рука в черной перчатке разворачивает свиток с текстом на английском языке. Заголовок. Баскервиль-Холл, 1742. На текст накладываются черные листы, отдаленно напоминающие трафареты шифра Кардана. Ряд прямоугольных прорезей размером с буквы. В прорезях появляются русские буквы титров. Артур Конан Дойль. Собака Баскервилей. Первая серия. В ролях: Шерлок Холмс, Василий Ливанов. Доктор Ватсон, Виталий Соломин. Миссис Хадсон, Рина Зеленая. А также Ирина Купченко, Никита Михалков, Алла Демидова, Светлана Крючкова, Александр Адавашьян, Борислав Брандуков, Сергей Мартинсон, Евгений Стеблов, Олег Янковский, Олег Белов, Дмитрий Бессонов, Олег Пальмов, Худеев, Чиров и другие. Степенного вида джентльмен за накрытым столом. Треугольная форма лица, высокий лоб, изогнутые брови, тонкий орлиный нос. Делает глоток из маленькой чашки, вынимает заложенную салфетку, прикладывает ее к губам. Рассматривая лежащую на столе арабскую туфлю с загнутым носком, набивает большую трубку. За его спиной прохаживается рыжеватый джентльмен среднего роста с пышными усами, широким лицом и коротким вздернутым носом. Седая, интеллигентного вида дама убирает со стола. Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости? Джентльмен раскуривает трубку. Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Ватсон задумчиво разглядывает трость с набалдашником в виде собачьей головы. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше отражение в кофейнике. Надпись на трости. Джеймсу Мортимеру, МРС, от его друзей по CCH, и дата 1884 год. А каким вы представляете себе владельца этой трости? В углу комнаты горит камин. Я думаю, что этот доктор Мортимер, медик средних лет. Я склонен думать, что это сельский врач. Почему? Потому что его трость, некогда весьма недурная, так сбита, что я не могу представить ее в руках городского врача. Потом надпись. Я полагаю, что буквы CH означают, по всей вероятности, охотничий клуб. Дорогой Ватсон, вы в совершенстве познали мой детективный метод. Встав, джентльмен берет трость, бегло осматривает. Но, увы, ваши выводы в большинстве ошибочны. Ватсон в домашней кофте. Такое подношение врач мог получить скорее от какого-нибудь госпиталя. Заложил руки в карманы. Буквы CCH наводят на мысль, что это был Чаринг-Кросский госпиталь. Вполне может быть, вполне может быть. Пойдем дальше. Обходит круглый стол с 4 стульями. Врач с солидной практикой вряд ли бы оставил Лондон. Скорее, это был куратор или практикант. Он переехал за город 5 лет назад. Об этом говорит дата на надписи. И поэтому, дорогой Ватсон, ваш солидный пожилой врач испарился, а вместо него возник симпатичный молодой человек, лет 30, нечистолюбивый, рассеянный, потому что именно такой человек мог просидеть целый час у нас в гостиной и к тому же забыть свою трость. Ватсон присел Ну и... на подлокотник кресла.
очень любящий свою собаку, которая, судя по отметинам зубов, на трости, крупнее терьера Джентльмен прикладывает к трости 2, а затем 4 пальца. и мельче мастифа. Ну, что касается последнего пункта, то его нельзя проверить. Садится в кресло. Элементарно, друг мой. Это кокер-спаниель. Кокер? Кокер-спаниель, говорите? Именно кокер. Значит, именно кокер. Дама вводит кокер-спаниеля на поводке. Мистер Холмс, явился вчерашний посетитель. Вчера он забыл палку, сегодня пришел с собакой. Мужчина снимает в прихожей плащ и шляпу. У мужчины мягкие черты улыбчивого лица, широкий лоб, круглые очки. Холмс и Ватсон сидят в креслах рядом с камином. Держа в руках трость, Холмс выпускает густые клубы табачного дыма. Мужчина вскидывает руки. Какое счастье! А я все думал, где я ее оставил? Здесь или в пароходстве? Подарок Берет трость. Да, от Чаринг-Кроссского госпиталя. да, от коллег ко дню свадьбы. Садится на стул. Ай, как скверно-то, а? Я никак не ожидал, мистер Холмс, что у вас такой удлиненный, такой череп и такие выпуклые надбровные дуги. Ваш череп мог бы послужить украшением любого антропологического музея. Я польщен. Комната оформлена в чайных тонах с декором из темного дерева. На стенах миниатюры и бабочки под стеклом. Считаю вас вторым по величине европейским экспертом. Интересно. А кто, по-вашему, имеет честь быть первым? Месье Бертильон пользуется авторитетом у людей с научным складом мышления. Мортимер замялся. Ватсон ухмыляется. Но как практик вы не знаете себе равных, это признано всеми. Надеюсь, сэр, я не позволил себе излишней. Так, самую малость. Из кармана Мортимера выглядывает свиток. У меня в кармане лежит рукопись. Рукопись старинная. Холмс бросает на него взгляд. Середина 18 века. Если не подделка, конечно. Поразительно. Как вы узнали? Разговаривая со мной, вы все время показываете мне краюшек рукописи. Дюйма 3. Холмс задумчиво щурит глаза, прикладывает мундштук к губам. Я датирую ее Выпускает колечки дыма. 1740 годом. 42-й. Лицо Мортимера становится грустновато-серьезным. Это фамильная реликвия. Отдана была мне на сохранение сэром Чарльзом Баскервиллем, внезапная и трагическая смерть которого так взволновала весь Девоншир 3 месяца тому назад. Я был не только врачом, но и личным другом сэра Чарльза. Он был человек властный, умный и весьма практический. Однако относился серьезно к этому документу. Рукопись совсем короткая. Если позволите, я прочту ее. Разворачивает свиток с заголовком «Баскервиль-Холл, 1742». Опускает локоть на стол. Много есть свидетельств о собаке Баскервилей. Но являясь прямым потомком Хьюга Баскервилля и будучи наслышан о сей собаке от отца своего, а он от моего деда, я положил себе записать сию историю. И хочу, дети мои, чтобы вы уверовали, нет столь тяжкого проклятия, коего нельзя было бы искупить молитвой и покаянием. Прикрыв глаза, Холмс выпускает клубы дыма. Случилось так, что наш предок Хьюга полюбил, если так можно назвать его, темную страсть. Полюбил дочь соседа-фермера. В глухую ночь он прокрался к ферме, зная, что отец и братья девицы в отлучке, украл ее. Спрятал в верхних покоях замка, а сам стал пировать с дружками внизу. Страх довел девицу до того, что она отважилась на отчаянный поступок. Выбралась по карнизу, спустилась по плющу на землю и побежала через болото к отчему дому. Холмс закрывает глаза. Освещенная факелами круглая каменная комната. Вместо двери решетка.
Девушка в длинном платье заламывает руки и бежит к узкому с полукруглым верхом окну, отворяет створку, спускается с высокой каменной башни, цепляясь за растущий на стене плющ. В окнах замка трепещет неравномерный оранжевый свет факелов. Девушка бежит по освещенной серебристым лунным светом дорожке. Вбегает в темную чащу хвойного леса. Холмс открывает глаза. Вскоре Хьюго оставил гостей, чтобы уединиться с пленницей. Но обнаружил, что клетка опустела, и птичка вылетела на волю. И тогда его обуял дьявол. Хьюго приказал спустить собак. Псы понеслись, он вскочил в седло и поскакал за сворой по болотной тропе. Собутыльники не сразу уразумели, из-за чего поднялась суматоха. Потом сели на коней и присоединились к погоне. По темному лесу скачут мужчины с факелами в руках. Проехав милю или две, пьяные сквайры увидели собак. Свора, славившаяся свирепостью, жалобно визжала, теснясь к ногам лошадей. Всадники остановились. В факельном свете открылась лужайка, посреди которой лежала бездыханная девица. Девушка лежит, закинув правую руку вверх, вторая рука лежит на животе. Пышные рыжие волосы разметались по земле. На мертвенно-бледном лице застыла маска ужаса. Рот открыт, глаза расширены. Рядом лежит тело мужчины в дворянских одеждах. По щеке стекает струйка крови. Холмс поворачивает голову к Мортимеру. И вдруг волосы зашевелились на головах протрезвевших гуляк. Над растерзанным телом Хьюго стояло мерзкое чудовище. Огромный, черной масти зверь, сходный видом с собакой. Чудовище повернуло к ним свою окровавленную пасть и сверкнуло горящими глазами. На лице Ватсона скепсис. Никто не помнил, как вернулся домой. Провидению припоручаю я вас, дети мои, и заклинаю. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Мортимер поверх очков смотрит на Холмса. По-вашему, это не интересно, мистер Холмс? Холмс медленно открывает глаза. Интересно. Для любителей древностей. Вынимает трубку изо рта. Хорошо, мистер Холмс. Вот номер Диванширской хроники от 14 января этого года, где помещен краткий отчет о событиях, связанных со смертью сэра Чарльза Баскервилля. Смерть сэра Чарльза Баскервилля, возможно, у кандидата от партии либералов на предстоящих выборах произвела очень тяжелое впечатление на весь средний Диваншир. Будучи холостым и бездетным, сэр Чарльз не раз выражал намерение еще при жизни облагодетельствовать своих земляков, и у многих из здешних жителей есть личный повод оплакивать ее безвременную кончину. Основываясь на данных медицинской экспертизы, присяжные на дознании вынесли вердикт: скоропостижная смерть. Ну и что? Спокойно, Снупи. Мортимер поднимается, нервно склоняется к столу. Я не верю здесь ни единому слову! Там, в Тисовой аллее, когда я осматривал тело покойного, я обнаружил следы. Бросает газету на стол. Мужские или женские? Лицо Мортимера подрагивает. Он переводит взгляд с Ватсона на Холмса. Это были следы огромной собаки. Мортимер идет по снегу. Склоняется к следу, который не меньше опущенной рядом ладони. Кроме вас, этих следов никто не видел. Они были в шагах в 30 от тела. На них просто не обратили внимания. Я бы сам ничего не заметил, если бы не вспомнил легенду. Вы говорите, что следы очень большие. Огромные. Но к телу сэра Чарльза они не приближались. Нет. На снегу лежит тело мужчины. Если я вас правильно понял, в глубине аллеи есть калитка. Да, и эта калитка ведет на болото. Теперь, доктор Мортимер, еще один важный вопрос. Это были единственные следы, кроме следов Баскервилля? Нет, там были следы дворецкого Берримора. Он первым обнаружил труп. Чрезвычайно интересно. Еще один вопрос. Калитка была закрыта? Не только закрыта, но и заперта на висячий замок. А около самой калитки было что-нибудь обнаружено?
Трудно было что-нибудь разобрать на утоптанном снегу. Сэр Чарльз, по-видимому, простоял у калитки минут 5-10. Почему вы так думаете? Потому что пепел дважды упал с его сигары. За туманным лесом высится замок. Ватсон заинтересованно подался вперед. Бросив взгляд на Холмса, поднимается, прохаживается по комнате. Холмс выпускает густые клубы дыма. Вы осмотрели тело? Взгляд Мортимера опущен. Никаких признаков насилия. Обойдя стол, Ватсон подходит к Мортимеру. На том зеленый костюм тройка, белая рубашка, бордовый галстук. А вскрытие? Вицум кордис. Застарелый органический порок сердца. Мы займемся этим делом. Мистер Холмс, есть некая область, где бессильны сыщики и полиция. Стоя у окна, Ватсон изучает свиток. Местные жители рассказывали мне, что еще до трагической смерти сэра Чарльза видели на болотах чудовищные привидения. Они слово в слово повторяют описание того пса, о котором говорится в легенде. Верьте мне, вся наша округа охвачена ужасом. Я борюсь со злом по мере моих скромных сил, но выступать против самого прародителя зла было бы несколько самонадеянно с моей стороны. О чем вы мне, собственно, просите? А я вас пока еще ни о чем не просил. Холмс поднимается. Мортимер встает перед ним. Зачем же вы пришли сюда, доктор Мортимер? За советом. Скажите, как я должен поступить с сэром Генри Баскервилем, который прибудет на вокзал Ватерлоо ровно... Достает карманные часы на цепочке. через 1:15. Это наследник? Да, он прибудет из Канады. Других претендентов на наследство нет. Сэр Генри последний из рода Баскервилей. Переглянувшись с Ватсоном, Холмс протягивает Мортимеру руку. Ждем вас вместе с наследником. Пожимая ее, Мортимер кивает. Кивает Ватсону. Ответив, тот передает Мортимеру свиток. И не пугайте сэра Генри раньше времени. Дама выкладывает на стол большую алую книгу, стирает с нее пыль. Мой покойный супруг говорил, что это самый подробный атлас Британии. Здесь, в этом томе, вы найдете Деваршир. Благодарю вас. Вы очень внимательны. Да, это верно. Что же, ваш посетитель опять забыл свою трость? Передав трость Холмсу, дама выходит. Холмс в круглых очках с золотой оправой открывает полуметровой ширины атлас. Попыхивая сигарой, с другой стороны стола над атласом склоняется Ватсон. Одна из страниц сложена по внешнему краю. Холмс отворачивает ее. Вот место, которое нас интересует. Показывает набалдашником. В середине находится Баскервиль-холл. Ватсон с лупой. Заметьте, окруженный лесом. Замок имеет форму квадрата. Тисовая аллея здесь не обозначена, но я думаю, она идет параллельно болотам справа. А вот это небольшая группа строений, деревушка Гримпен, где, как я понимаю, находится штаб-квартира нашего нового знакомого доктора Мортимера. Склонившись над лупой, Ватсон внимательно осматривает территорию, примыкающую к Баскервиль-холлу. Холмс использует трость как мерило. Примерно в 14 милях отсюда, вот здесь, Принстаунская каторжная тюрьма. Ого! Жилых строений очень немного, и повсюду между ними простирается болото. Приподнявшись, осматривает карту целиком. Глухое местечко, Ватсон. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не уходит из головы. Какие ваши соображения? Холмс и Ватсон стоят плечом к плечу. Брови Холмса сведены, обозначив на лбу 2 вертикальные складки. Ватсон задумчиво затягивается сигарой. Запутанная история. Холмс бросает короткий взгляд на задумавшегося доктора. Как это верно, Ватсон. В дверях комнаты высокий усатый мужчина в огромной шубе. Лицо светится улыбкой, в руках седло. О, вы кто? Я
Миссис Хадсон. Жмет руку. А, очень приятно. Здрасте, здрасте. Не-не-не, это седло, я его тут оставлю. Вы ступайте, ступайте, ступайте. Миссис Хадсон выходит из прихожей, прикрывая улыбку носовым платком. Здравствуйте, джентльмены. Приветствуем вас в Великобритании. Спасибо, мистер... Мужчина переводит взгляд то на Ватсона, то на Холмса. Указав пальцем на Холмса, подбегает к нему. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Холмс. Я вас узнал. Вы знаете, легенды о ваших подвигах дошли до нас за океаном. Жмет руки. А вы доктор Ватсон. Вы знаете, я не знаток литературных стилей, но то, что вы пишете... Ах, вы мои дорогие, я так счастлив! Так очень жарко в Лондоне. Вы знаете, я выехал 2 недели назад и там шел дождь со снегом, а тут просто какие-то тропики. Ваша трость. Боже мой, как я... Проклятая забывчивость. Добрый день. Мужчина снял шубу. Как вас встретила страна ваших предков? Великолепно. Загадками. У мужчины широкий кожаный пояс. Письмо. Да. Я получил очень странное письмо. Причем у меня никого знакомых в Лондоне, и тем не менее письмо оказалось у меня в номере. Мортимер сел напротив Холмса. Шерлок Холмс. Мужчина хлопает Холмса по колену. Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Анонимная. Протягивает лист Холмсу. Слова составлены из газетных вырезок. Слова торфяных болот написаны чернилами. Доктор Мортимер, что вы обо всем этом думаете? Ну что ж, на этот раз, по-моему, нет ничего сверхъестественного. Но, может быть, тот, кто посылал это письмо, верит в то, что это сверхъестественная история. Какая история? Мне кажется, джентльмены, что вы знаете что-то больше, чем я, поэтому я хотел бы... Сэр Генри, в свое время мы во все вас посвятим. Понял. Верьте моему слову. А сейчас, джентльмены, давайте займемся этим любопытнейшим документом. Отложив трубку, Холмс достает из кармана очки. Генри в коричневом костюме, без жилета, присел за стол. Слова, конечно, взяты из передовицы «Таймс». Ватсон, у нас есть вчерашний вечерний «Таймс»? Я читала вчерашнюю «Таймс». Там нет ни слова о приезде сэра Генри. И не могло быть ничего, потому что только что Сэр приехал. Генри, Холмс поднимает палец. Генри берет его за руку. Демонстративно сжав губы, проводит перед собой ладонями, прохаживается. скажите, доктор Мортимер, вы можете отличить череп негра от черепа эскимоса? Это мой конек. Надбровные дуги, лицевой угол и строение челюсти. У меня тоже есть свой конек. Дело в том, что Боргес на шпонах, которым набираются передовицы «Таймс», для меня также отличается от слепого шрифта дешевых вечерних листков, как для вас череп негра от черепа эскимоса. Понимаю. Шрифт «Таймс» ни с чем невозможно спутать. Значит, кто-то вырезал ножницами. Маникюрными ножницами. Но почему последние слова написаны от руки? Генри подтягивается Это элементарно, Ватсон. на косяке. Просто в передовице таких слов не было. Что вы еще можете сказать об этом? Ну, кое-что еще сказать можно. Идет вверх по лестнице. Буквы наклеены неровные, из этого я заключаю, что автор письма спешил и волновался. Спускается обратно в гостиную. И потом мне совершенно ясно, что письмо написано в гостинице. Почему? Склоняется к статуэтке на бюро. Видите ли, доктор Мортимер, собственное перо и чернильницу редко доводят до такого безобразного состояния. Холмс поворачивает голову к Генри. Сэр Генри! Сэр Генри! А? Что? Теперь ваша очередь. Скажите нам, с вами больше ничего необыкновенного не случалось в Лондоне? Нет. Генри задумчиво опускает глаза. Мистер Холмс, я ведь только приехал в Лондон. Ах, доктор Ватсон, вы знаете, я ведь большую часть детства и юности провел в Соединенных Штатах, в Канаде. Там учился. Подходит к столу. Слушайте, Распаленно поводит головой. у меня же ботинок пропал. Вы спрашивали, что-нибудь случилось, у меня же ботинок пропал. А? Сэр Генри, ваш башмак найдется. Нет, я думал, может быть, интересно. Просто засунули куда-нибудь и все.
Нет, вы не подумайте, что мне жалко, джентльмены. Просто я только вчера купил их на стенде и даже ни разу не успел надеть. Вы выставили за дверь новые ботинки? Ватсон непонимающе улыбается. Нет, они были просто светло-коричневого цвета. И я не очень люблю этот цвет, и поэтому оставил там записку, чтобы их помазали черной ваксой. Ну, черные, чтобы были. Но почему вы не купили черные ботинки? Почему, сэр Генри? Генри удивленно вскидывает брови. Что в этом странного? К чему вы клоните? Пожимает плечами. Что вы хотите этим сказать, доктор Ватсон? Мортимер разворачивает свиток. Генри в своей безразмерной шубе и Мортимер в темно-зеленом пальто идут по узкому изгибающемуся переулку. Останавливаясь около витрин, что-то обсуждают. В руке Генри седло. В переулок въезжает и останавливается кэб. Двухколесный экипаж на 2 пассажира. Кучер сидит сзади над кабиной. У запряженного одной лошадью кэба большие, человеку по грудь, деревянные колеса. Из-за угла выглядывают Холмс и Ватсон. На Холмсе матерчатая кепи с козырьками сзади и спереди, отложными ушками, поднятыми и связанными сверху тесьмой, коричневое пальто. Ватсон в черном котелке и клетчатом пальто. Мимо Генри и Мортимера, покачивая бедрами, проходит дама. На ней пышное черное платье, шляпка перехвачена платком, за спину свисает горжетка. Замерев, Генри засматривается на даму. Идут дальше. Ватсон, Холмс смотрит на кэб. это становится любопытным. Взгляните направо. Попробуем рассмотреть этого человека. Холмс и Ватсон подбегают к отъезжающему кэбу номер 2704. У пассажира непримечательный профиль. Борода, котелок. Черт возьми, он нас заметил. Что это за человек? Понятия не имею. Вы хоть разглядели его лицо? Бороду заметил. Я тоже, и скорее всего она фальшивая. Идут вдоль переулка. Соглядатый? Я думаю, да. За Баскервилем следят с самого его приезда в Лондон. Иначе откуда бы они знали, что он остановился в отеле Нортумберленд? Входит в стеклянные двери с текстом «Нортумберленд Хотел». Медленно проходит лобби. Холмс на ходу стягивает перчатки. Хорошо обставленный гостиничный номер. Генри стучит ботинком по столу. За кого меня принимают в этой гостинице? Стучит по своему лбу. За дурачка? Мортимер за столом. За дурачка? На лице флегматичное спокойствие. Если этот болван не найдет мой башмак, я устрою грандиозный Добрый скандал. день, джентльмены. Все еще ищете свою пропажу? Здравствуйте, Холмс. У меня тоже есть чувство юмора, но это переходит всяческие границы. Вчера у меня пропал новый башмак, а сегодня стащили старый. Да ни в одной стране, ни в одной гостинице мира со мной не происходило ничего более странного и нелепого. Помахав черным кожаным башмаком с белыми вставками, Генри бросает его в горящий камин. Здравствуйте, Ватсон. Доброе утро. Сунув руки в карманы, порывисто выходит. Доктор Мортимер, вы заметили, что сегодня утром, когда вы вышли от нас, за вами следили? Следили? Кто? Этого я вам, к сожалению, не могу сказать. Холмс садится за стол. Лучше постарайтесь вспомнить, нет ли у вас ближайших соседей в деревне или знакомых, кто носил бы бороду. Ватсон прохаживается по номеру, выглядывает в окно. Мортимер отрицательно покачивает головой. Впрочем, у Берримора, дворецкого покойного сэра Чарльза, такая окладистая борода. А где он сейчас? В Баскервиль-холле. В руках Холмса трость. Дом оставлен на его попечение. Это легко проверить. Мы сделаем так. Кладет ее на стол. Пошлем 2 телеграммы. Одну в Баскервиль-холл Берримору. Готовы ли приезду сэра Генри? Другую начальнику почт в Девоншире с просьбой вручить телеграмму Берримору в собственные руки. А в случае его отсутствия вернуть телеграмму сюда в гостиницу. Кстати, что он из себя представляет? Это 5-е или 6-е поколение Берриморов.
который живет в Баскервиль-Холле. Но сэр Чарльз что-нибудь ему оставил по завещанию? Да. Мортимер берет сигару. Ему и его жене было завещено 500 фунтов. Холмс поднимает коробок. А Берримор знал об этом раньше? Да, сэр Чарльз любил говорить о своих распоряжениях на случай смерти. Очень интересно. Зажигает спичку. Мортимер от нее прикуривает. Надеюсь, вы не станете подозревать всех, Ватсон все так же около окна. кто получил по распоряжению сэра Чарльза. Мне он тоже кое-что оставил. Около 1000 фунтов. А в какой сумме исчисляется все наследство? 1 000 000. Холмс улыбается. Дорогой доктор Мортимер, за такой куш любой может начать рискованную игру. Да. Бросив коробок на стол, Холмс подходит к Ватсону. Теперь мне совершенно ясно, что если доктор Ватсон согласится составить вам компанию, сэру Генри будет значительно спокойнее в Баскервиль-Холле. Как? Но вы же знаете, Ватсон, что меня в Лондоне задерживают срочные дела. Вы будете писать мне ежедневные отчеты, ну а если случится кризисное положение, я, конечно, вырвусь к вам на помощь. Холмс и Ватсон быстро идут по улице. Пока у нас есть только одна зацепка. Кэбман? Да. Жаль, что мы не успели заметить его номер. Входит в стеклянные двери с текстом «Батлер». Не мы, а вы, дорогой друг. Слева от дверей красный почтовый ящик с литерами VR. Небольшая контора. Здравствуйте, Батлер. Холмс Здравствуйте, сэр. жмет руку Батлеру. Помнится, у вас работал мальчуган по имени Картрайт. Он проявлял большую сообразительность. Да, сэр. Он и сейчас у меня работает. Можно его позвать? Картрайт. И разменяйте мне, пожалуйста, 5 фунтов. Здравствуйте, мистер Холмс. Рад вас видеть, Картрайт. Дайте мне, пожалуйста, справочник лондонских гостиниц. Батлер невысокий, с седыми волосами и густыми бровями. Картрайт светловолосый, лет 15. На голове форменная фуражка с плоским верхом. Подает Холмсу книгу. Вот это список 23 гостиниц в районе Чаринг-Кросса. Да, сэр. Смотрите внимательно и запоминайте. Запомнили? Да, сэр. Отложив книгу, Холмс доверительно опускает руку на плечо Картрайта, отводит его в угол. Вы обойдете подряд все эти гостиницы, и в каждой будете давать швейцару по 1 шиллингу. Прошу вас, сэр. Благодарю вас. Вдвоем выходит в коридор. Холмс закрывает дверь. Вот вам Картрайт, 23 шиллинга. Вы скажете, что вам необходимо просмотреть мусорные корзины, куда вчера выбросили бумаги. Объясните это так. Одну очень важную телеграмму доставили не по адресу. На самом деле вы будете искать статью в номере «Таймс», изрезанную ножницами. Вот эта статья. Запомнили? Да, сэр. Прекрасно. Швейцары пошлют вас к коридорным. Этим коридорным вы еще дадите по 1 шиллингу. Еще 23 шиллинга. Шансы невелики, но будем надеяться на удачу. На всякий случай еще 10 шиллингов. Вечером телеграфируйте мне на Бейкер-стрит, как дела. Это все. Слушаюсь, сэр. Картрайт уходит. Холмс подходит к Ватсону. А теперь нам остается запросить телеграфом о Кэбмене номер 2704. В квартиру входит мужчина с большими баками. Прошу вас. Мне сказали в конторе, что по этому адресу интересовались номером 2704. Я 7-й год езжу, никогда никаких жалоб не слышал. Дай, думаю, сам зайду. Пусть мне в глаза скажут, в чем я таком провинился. Вы ни в чем не виноваты, любезнейший. Наоборот, если вы будете отвечать на все вопросы, которые вам зададут в этом доме, вы получите от меня полсуверена. Я вас прошу за мной, пожалуйста, сюда. Миссис Хадсон вводит Кэбмана в гостиную. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В высокой гостиной лестница на 2-й этаж. Одна из дверей распахивается.
В гостиную спускаются Холмс и Ватсон. На Холмсе, подчеркивающий спортивную фигуру, приталенный бордовый костюм. Добрый день. Добрый день, сэр. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем седаке, который сегодня наблюдал за этим домом в 10 часов утра, а потом выслеживал по улицам двух джентльменов. Что ж я могу рассказать, когда вы сами все знаете лучше меня? Опишите его наружность. Закрыв глаза, Кэбман поднимает руки к лицу. Одет аккуратно, борода Будто тужится. Открывает глаза. черная. Больше я, пожалуй, ничего сказать не могу. Цвет глаз. Вот это я не приметил. 2 телеграммы, доктор Ватсон. Спасибо. Ватсон достает телеграммы из продолговатых конвертов с клапаном на короткой стороне. Подходит к Холмсу. Обошел 23 гостиницы, к сожалению, изрезанной страницы не нашел Картрайта. Только что сообщили Берримор дома, Баскервиль. Обе мимо. Холмс опирается локтями на спинку стула. Может быть, вы еще что-нибудь заметили? Мой седок сказал, что он сыщик и не велел болтать. Интересно. Когда он вам об этом сообщил? Когда расплачивался, А больше он ничего не сказал? он назвал свою фамилию. Холмс торжествующе выпрямляется. Замечательно. Ватсон, готовьте еще полсуверена. Как его фамилия? Шерлок Холмс. Из дорожной кареты с надписью «Деваншир» и несколькими чемоданами на крыше выходят Генри, Мортимер и Ватсон. Идут по размытой грунтовой дороге между каменными домами. Около одного из домов несколько овец. Здравствуйте, Перкинс! Здравствуйте, доктор Мортимер. Перкинс возится рядом с открытым экипажем. Это Перкинс. Да, хорошо. Здравствуйте, милорд. Экипаж стоит около большого здания с красным почтовым ящиком и литерами VR на табличке. Между литерами, как и на ящике в конторе Батлера, изображение монархической короны. На крыльце дома 2 полисмена. Троица садится в экипаж. Взяв на руки Снуппи, Мортимер устроился рядом с возницей. Ватсон и Генри на пассажирском сиденье сидят плечом к плечу. Запряженный 2 лошадьми, экипаж проезжает мимо дома с поросшей мхом крышей. На заваленке 2 просто одетых мужчины. Встав, смотрят вслед удаляющемуся экипажу. Проехав большую лужу, экипаж углубляется в лес. Серые деревья стоят без листьев. Проезжают мимо отдельно стоящего дома. На полукруглом балконе 2-го этажа почтенного возраста джентльмен в шотландском килте припал к окуляру, наведенный на экипаж подзорной трубы. Экипаж едет между холмами, частично покрытыми снегом. На склоне одного из холмов 2 мужчин провожают экипаж взглядом. Новый хозяин приехал. На вершине одного из холмов конный полисмен с ружьем в руках. Мортимер показывает на него тростью. Перкинс, что это? Из Принстаунской тюрьмы убежал арестант, сэр. Вот уже 3-й день, как его разыскивают. Выставили сторожевых на всех дорогах. Да пока все без толку. А кто же он? Полоумный Селдон, который совершил убийство в Нортинг-Хилле. Такой ни перед чем не остановится. Это вам не какой-нибудь мелкий воришка. Экипаж выезжает из туманной рощи. Вот и Баскервиль-Холл. Скажите, Мортимер, а дядя умер в этом парке? Нет, в Тисовой аллее. Она там, с другой стороны. Да, места выглядят невесело, джентльмен. Ну ничего, не пройдет и полугода, я думаю, провести сюда электричество. Вы что-нибудь слышали о фонарях в 1000 свечей? Это изобретение Эдисона и Свена. Проезжают между 2 сложенных из белого кирпича столбов. На их вершинах потемневшие бронзовые изваяния орлов. Сделав полукруг, экипаж останавливается перед серым 2-этажным замком. Слева высится 8-гранная башня. Первым выходит Ватсон. Добро пожаловать, сэр Генри, в Баскервиль-Холл. Обращаются к нему. Нет, Берримор, вы ошиблись. Эраре хуманиум эс. Санта Симплицитас. Доктор сказал по латыни. Человеку свойственно ошибаться. Берримор невысокого роста, с большим лбом, чопорной окладистой бородой. Я ваш новый хозяин.
Берримор. В просторном холле. Генри сдергивает ткань, укрывающую массивный стол и стулья. Ну что ж. Сев, кладет ноги в сапогах на блестящий лаком стол. Приблизительно так я и представлял себе родовое гнездо. В холле большой камин, на стене голова вепря. Вот тут мои предки прожили 5 веков. Обходя, Ватсон внимательно осматривает помещение. На стенах портреты, люстра укрыта тканью. Когда прикажете подавать обед, сэр? Простите, как вас... Берримор. Скажите, Берримор, а когда вообще у вас принято обедать? Вечером? Мы потерпим? Ватсон кивает. Мы потерпим. Берримор степенно собирает сброшенную на пол ткань. Сэр Генри, мы с женой будем счастливы остаться здесь на первых порах. Но при новых порядках вам, вероятно, потребуется большой штат. А что вы называете новыми порядками, Берримор? Сэр Чарльз вел уединенный образ жизни, весьма скромный. Вы, как я понимаю, собираетесь жить иначе. Насколько мне известно, ваши предки, Берримор, жили в течение нескольких веков в Баскервиль-Холле. И я вовсе не намерен с первых шагов менять установившиеся традиции. Берримор неглубоко, почтительно кланяется. Выходит. Ватсон присел на стул. Но все-таки здесь как-то мрачновато. Да. Берримор поднимается по идущей вдоль стены деревянной лестнице. Над лестницей портреты 2 джентльменов и 1 дамы в старинных одеждах. На стене холла оленьи рога. Массивные напольные часы с неподвижным маятником показывают 3 часа 40 минут. Ватсон в толстом халате смотрит в окно на мрачноватый пейзаж. Болотистая местность простирается до горизонта. Берет в рот сигару. Переминаясь на каменном полу, переходит на ковер из волчьей шкуры. Снимая на ходу халат, на цыпочках идет к массивной кровати с балдахином. Откладывает сигару в пепельницу на прикроватном столике. Укрывается толстым одеялом и пледом. Сильно дрожит. Перестав дрожать, приподнимается. Прислушивается. В холле. Часы с качающимся маятником показывают 9. Генри и Ватсон за накрытым скатертью столом. Трудно представить себе, что вечером эта комната навевала на нас такое уныние. Нет. Под столом появился ковер. Я думаю, комната ни при чем. Полагаю, мы сами во всем виноваты. Приехали усталые, измученные. Вот нам и показалось здесь все таким мрачным. За ночь мы отдохнули, я лично прекрасно выспался, и все остальное кажется веселым. Поворачивают головы к камину. Справа от него открылась дверца. Входит Берримор с подносом в руках. В камине горят крупные дрова. Его полка на полметра выше головы Берримора. Берримор берет из руки Генри нож. Педантичным жестом кладет его и неровно лежащую ложку на небольшую подставку. Что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. Берримор фарфоровым половником раскладывает овсянку. Послушайте... Берримор, сэр. Простите, Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо... Мясо будет к обеду, милорд. Ватсон закладывает салфетку. Однако нельзя все приписывать только нашему настроению. Вы не слышали полночь? Чей-то плач, по-моему, женский. Берримор на мгновение замирает. Вам тоже показалось? Вы знаете, я решил, что мне просто почудилось. Действительно, где-то в полночь я проснулся, мне показалось, что кто-то плачет, но я решил, что это во сне. Нет, я совершенно ясно слышу и уверен, что плакала женщина. Так мы сейчас узнаем. Берримор. Берримор, пойдите, пожалуйста, сюда. Скажите, а кто мог в замке ночью плакать женским голосом? В замке всего 2 женщины, милорд. Одна посудомойка, но она живет в том крыле, а вторая моя жена, но, уверяю вас, она не плакала. Я думаю, нам послышалось. Повернув голову к двери, Ватсон замирает.
В дверях заплаканное лицо женщины. Выйдя, Берримор бросает быстрый взгляд назад и закрывает дверь. Конечно, сэр. Мужчина точит карандаш на механической точилке. Я доставил телеграмму мистеру Берримору, За спиной фотография королевы Виктории. как и было указано. А кто ее относил? Поднимает взгляд на Ватсона. Мой сынишка. На Ватсоне клетчатые пальто и кепка. Джеймс, Да, ты доставил телеграмму в Баскервиль-Холл мистеру Берримору? да. Подходя к рыжему мальчику лет 10, Ватсон поглаживает сидящую на камине кошку. И вручил ее ему самому? Нет, мистер Берримор был где-то на чердаке, и я вручил телеграмму его жене. А самого мистера Берримора ты не видел? Нет, сэр, я же сказал, что мистер Берримор был где-то на чердаке. А откуда ты узнал, что он там был? Ну, жена-то должна знать, где он. Ватсон хмуро опускает голову. Ведь телеграмма доставлена. А если произошла какая-нибудь ошибка? Пусть мистер Берримор сам жалуется. Ватсон выходит из большого здания с литерами VR на табличке. Под литерами текст «Post Office». Надевая на ходу перчатки, проходит мимо гвардейца с ружьем. Садится на козлы экипажа, вешает зонт на спинку, берется за вожжи. За уезжающим экипажем наблюдает припавший к окну одного из домов Мортимер. Проехав мимо дома с поросшим мхом крышей, экипаж въезжает в чащу. Выезжает на болото. За его движением в подзорную трубу наблюдает джентльмен в килте. Подрессоренный экипаж мягко покачивается на неровностях дороги. Справа и слева от дороги нагромождение невысоких каменных отвалов. Ватсон поворачивает голову влево. Среди низких деревьев болотистой пустоши тропинка. По ней идет дама в светлом костюме и шляпке. Мрачные виды оживляет вышедшее солнце. Ватсон едет по дороге вдоль высокого холма. Проезжает мимо джентльмена, сидящего на куске гранита. На джентльмене серый плащ-накидка и шляпа. Доктор Ватсон! У джентльмена вытянутое скуластое лицо, внимательные глаза. Вы простите мою смелость, мы здесь народ не церемонный, поэтому не дожидаемся официальных представлений. Вы, может быть, слышали обо мне от нашего общего друга, доктора Мортимера? Приподнимает шляпу. Я Степлтон из Мэри Питхауса. Очень приятно. Очень приятно. Мы сидели у Мортимера, он мне показал вас из окна, когда вы проезжали мимо. Я решил представиться самолично. Ну, как сэр Генри, мы здесь все очень боялись, что после печальной кончины сэра Чарльза наследник не захочет здесь жить. Надеюсь, эта история не внушила в нем такого панического, суеверного страха. Какая история? Это легенда о чудовищной собаке, которая преследует якобы род Баскервилей. Вы знаете о ней? Да, знаю. А мистер Шерлок Холмс? Смотрящий вперед Ватсон бросает короткий взгляд на Степлтона. Доктор Ватсон, ваши интересные рассказы об известном сыщике проникли в наши края. А поскольку вы здесь, значит, мистер Шерлок Холмс заинтересовался этим делом. А мне любопытно узнать его точку зрения. Шерлок Холмс в настоящее время занят другими делами. Угу. Поэтому вы ведете расследование. Доктор Ватсон, если вам нужна моя помощь, я в вашем распоряжении. Благодарю вас. Я гощу в доме сэра Генри и не нуждаюсь ни в чьей помощи. Всего доброго. До свидания. Правильно. Осторожность прежде всего. Просторная спальня с большой кроватью под балдахином. В Лондоне Берримор достает из дорожного чемодана белые сорочки. я принял решение одеваться как истинный англичанин. Берримор радушно улыбается. В руке Генри большая сигара. Поэтому все эти канадские чемоданы спрячьте куда-нибудь подальше. И, кстати, если вам пригодится что-нибудь из вещей, посмотрите, может быть, вы возьмете себе. Благодарю, это излишне.
Хотите, я вам подарю эту шубу? На кровати шуба и седло. Нет, Я прошу вас, возьмите, она может вам пригодиться. Сэр Генри! Входит Сэр Генри! женщина. Не слушайте его, сэр Генри! И, конечно, если вы хотите нам подарить эту шубу, то мы с удовольствием возьмем. Вы так добры, сэр Генри. Вы весь вашего покойного дядюшку, нашего несчастного хозяина, добрейшего сэра Чарльза. Джон, ты же прекрасно знаешь, что она может кому-нибудь понадобиться. Я молчу, он все равно ничего не понял. Элиза и Берримор замирают. Это нам подарили. В дверях Ватсон. Элиза с шубы выбегает. Вы гуляли, Ватсон? А мы вот с Берримором багаж разбираем. Ватсон садится на край кровати. Скажите, Берримор, вы получали телеграмму от сэра Генри из Лондона о приезде? Получал, сэр. Мальчик передал ее вам в собственные руки? Да. То есть нет. Я был в это время на чердаке, и телеграмму мне передала жена. Вы сами написали ответ? Нет. Но я сказал жене, что ответить, и она... Благодарю вас. Ватсон выходит. Ватсон за письменным столом. Пишет пером на узком конверте с текстом «Registered Letter». Mr. Sherlock Holmes, Baker Street, 221B, London. Сложив пополам желтый листок бумаги, вкладывает его в конверт. По левую руку Ватсона открытая плоская коробка. В ней нож для бумаг, печатка и пустая ниша для пера. На столе горит свеча. Ватсон греет над ней кусок сургуча. Берет из коробки печатку. Прикладывает размягченный сургуч к закрытому клапану конверта. Прижимает к оставшемуся на конверте сургучу печатку. Медленно поворачивает голову к двери. Поднимается. Приостанавливается около двери. По коридору идет невысокая фигура с наброшенным на плечи пледом. В руке свеча. Выйдя в коридор, Ватсон следует за фигурой. В правой руке печатка. Пройдя в холл, фигура оглядывается. Это Берримор. Поднимается по лестнице. Из-за угла осторожно выглядывает Ватсон. Провожает взглядом Берримора. Тот идет по проходу второго этажа. Оглянувшись, Ватсон поднимается по лестнице. Берримор идет по узкой винтовой лестнице. Осторожно заглядывая за сложенную из каменных блоков опору, Ватсон поднимается следом. Подняв свечу на уровне головы, Берримор подходит к узкому окну с полукруглым верхом, внимательно смотрит сквозь стекло в темноту ночи. День. Ватсон выходит из здания почты. Садится на козлы экипажа. Встряхивает вожжами, экипаж трогается. Мортимер в окне провожает его взглядом. Экипаж медленно едет по разбитой дороге среди каменных отвалов. Ватсон останавливает экипаж. Из-за природного каменного столба выходит дама в светлом костюме с меховым воротником. Испуганно оглядываясь, быстро подходит к экипажу. У дамы красивое лицо. Она нервно сжимает трость двумя руками. Прошу вас, уезжайте в Лондон. Немедленно уезжайте. Но почему я должен уезжать? О, ради бога, поверьте моему слову. Не требуйте объяснений. Уезжайте, чтобы ноги вашей не было на этих болотах. Но почему? Почему? Брат идет. Не говорите ему ни слова. Дама пытается улыбнуться. У нее это плохо получается.
Из-за большого валуна выходит Степлтон. Идет, опираясь на трость. Ватсон спрыгивает с козел. Встает рядом с дамой. Рад приветствовать вас. Ах, это ты, Берил? Ты запыхался, Джек? Я погнался за замечательным экземпляром, Циклопидис. Но у меня с собой ничего нет. Очень жаль. Вы уже познакомились? Да, уже. Я говорила сэру Генри, что еще рано любоваться красотами наших болот. Орхидеи еще не зацвели. Как ты думаешь, кто перед тобой стоит? Нет, не награждайте меня чужими титулами. Я всего лишь друг сэра Генри, доктор Ватсон. Доктор Ватсон. Значит, мы говорили с вами, не понимая друг друга. Берил отводит печальные глаза. Доктор Ватсон, познакомьтесь с моей сестрой. Я приняла доктора Ватсона за нашего соседа, а ему, вероятно, безразлично, цветут орхидеи или нет. Теперь вы знакомы с моей сестрой, и мы требуем, чтобы вы посетили нашу ферму и немедленно. Благодарю вас. Прошу. Ватсон показывает на экипаж. Степлтон придерживает садящуюся Берил под локоть. Идут к небольшому дому с высокой, сильно покатой крышей. Перед домом несколько декоративных деревьев с коническими кронами. Что-то говоря Ватсону, Степлтон показывает по сторонам своей тростью. В доме. Странное мы место выбрали, где поселиться. На стенах темно-зеленые обои, картины, мебель с кремового цвета обивкой. И все-таки нам здесь хорошо. Правда, Берил? Да, очень хорошо. Прошу вас. Ватсон провожает Берил с улыбкой. Проходит в центр столовой. У меня была школа в одном из северных графств, но судьба обернулась против нас. В школе вспыхнула эпидемия, и 3 мальчиков умерло. Нам так и не удалось поправить свои дела, и большая часть моего состояния безвозвратно потеряна. И все-таки... Степлтон прохаживается по столовой. Если бы не разлука с моими дорогими мальчиками, я бы радовался этой неудаче. Ибо для человека с моей страстью к ботанике и зоологии тут непочатый край работы. Просто непочатый. Жить здесь скучно не столько вам, сколько вашей сестре. Нет, я не скучаю. Берил в дверях. Что у нас сегодня с завтраком? Кофе в этом доме варю только я. Только я. Минутку. Взяв с серванта кофейник, Степлтон уходит. Берил достает из небольшого шкафа скатерть. Стелит ее на круглый стол. Извините меня за глупую ошибку, доктор Ватсон. Прошу вас, забудьте все, что я вам говорила. К вам это не имеет никакого отношения. Я передам ваше предостережение сэру Генри. Лицо Берил становится серьезным. Вы придаете моим словам слишком большое значение, доктор Ватсон. Она подходит к серванту, берет сервиз. Смерть сэра Чарльза потрясла нас с братом. Мы часто встречались спокойно. Он любил гулять по тропинке, которая ведет к нашему дому. Вот. А теперь меня беспокоит приезд наследника сэра Чарльза. И я считал нужным предупредить его об опасности, которая ему угрожает. А в чем же, по-вашему, эта опасность? Выставляет его на стол. А вы знаете предание собаки? Я не верю в этот вздор. Берил одаривает Ватсона долгим тяжелым взглядом. А я верю. Несет поднос от сервиза обратно к серванту. Мне показалось, что вы не хотели, чтобы вас слышал ваш брат. Берил замирает, стоя спиной к Ватсону. Тот обходит стол. Заложив руки за спину, смотрит в окно. По тропинке среди болот идет женщина в светлом. Берил искоса смотрит на Ватсона. Тот переводит на нее немного удивленный взгляд. Мой брат не хотел бы, чтобы Баскервиль-Холл пустовал. Это может повредить бедному люду, который живет здесь на болотах. Он страшно рассердился бы, если бы узнал, что я стараюсь как-то повлиять на сэра Генри. Мы заняты научной работой, у нас большая библиотека и очень интересные соседи. Доктор Мортимер, очень начитанный человек в своей области. Вот несчастный сэр Чарльз. Берил выставила на стол блюдо с печеньем.
Тоже был интересный собеседник. Прошу вас. Степлтон принес кофейник. Мы с ним были близки. Наполняет небольшие чашки. Я вам даже не могу передать, что для нас это утрата. Прошу вас. Благодарю вас. Берил протягивает салфетку. Что вы скажете? Может быть, нам нанести визит сэру Генри? Ему это не помешает? Я думаю, он будет рад познакомиться с вами. В почтовом отделении. Мужчина смотрит на пишущего на конверте Ватсона. Сдержанно улыбается. Заложив руки за спину, подходит к нему. Вы все пишете и пишете, а ваш друг все не едет и не едет. Ватсон передает конверт. Шерлок Холмс. Вешает зонт на руку. Да, тут без него не разобраться. Темная история, сэр. Очень темная. Сидящая на камине кошка смотрит на Ватсона. Опираясь на зонт, Ватсон идет среди каменных отвалов. На ногах тяжелые ботинки из черной кожи и гетры. Замедлив шаги, смотрит по сторонам. Из-за серого каменного столба выходит Степлтон. Добрый день! Добрый день! Приветствую вас! Какие замечательные места! Эти болота никогда не промелькаются. А сколько тайн хранят? Мы приехали сюда год-два назад, после приезда сэра Чарльза. Но я натуралист, я уже обследовал каждый здесь уголочек. А вот это Гримпинская трясина. Вот попади туда человек или животное, один неосторожный шаг и все, конец. А я проникал в самое сердце Гримпинской трясины и возвращался живой. Вот так. Показывает тростью. А вон, видите эти холмы? Там маленькие островочки, там такие растения разные, и бабочки, такие всякие. Когда-нибудь я обязательно тоже попробую пройти туда. Ради бога, выбросьте это из головы. Забудьте об этом, потому что ваша гибель будет на моей совести. Вы оттуда живым не выйдете. Я почему позволяю себе туда ходить? Потому что у меня есть целая своя система разных всевозможных примет. Тише. Слышали? Странные эти болота. Степлтон и Ватсон сводят брови. Что это такое? Фермеры утверждают, что так воет собака Баскервилей, когда ищет свою жертву. Степлтон скептически кривит губы. Сегодня что-то очень громко. Но вы же образованный человек. Как вы объясняете эти звуки? Встряхивает головой. Ну, болота иногда издают странные звуки. То ли ил опускается, то ли вода поднимается. Нет. Это был голос живого существа. Может быть. Вам никогда не приходилось слышать, как выпь кричит? Опустив голову, Ватсон идет дальше. Степлтон следует рядом. Да. Что-то давно не видно нашего общего знакомого, доктора Мортимера. Он копается в каких-то могилах. В спальне Генри. Ее хозяин в безупречном черном костюме сидит перед зеркалом, поправляет аккуратно уложенные волосы с проседью. Встав, поворачивается к Ватсону. На том также черный костюм. Придирчиво осмотрев Генри, тот показывает на рукава. Генри вопросительно на него смотрит. Ватсон демонстрирует свои белоснежные манжеты. Вытащив манжеты, Генри делает оборот на месте. Ватсон удовлетворенно кивает. Генри и Ватсон спускаются по деревянной лестнице в холл. В кресле около камина сидит Мортимер. Поднимается навстречу. Рад видеть вас в здравии и добром расположении духа. Какие новости, доктор Ватсон? К счастью, никаких. А я весь в переживаниях. С одной стороны, у меня большая радость. Я раскопал курган в длинной низине, обнаружил там череп доисторического человека. Для меня это большой праздник. А мистер Фрэнклин, местный сутяга, собирается подать на меня в суд за то, что я разрыл могилу без согласия на то ближайших родственников погребенного.
Вот вы смеетесь, сэр Генри, а мне не до смеха, потому что ведь в наших английских законах при желании можно найти и такую статью. А мистер Фрэнклин мастер на эти дела. Иной раз по 7-8 тяжких ведет одновременно. И мисс Степлтон. Поклонившись, Берримор отходит вглубь портала. Входят Степлтоны. Берримор также им кланяется. На Беррил бордовое с черным платье. Пояс подчеркивает тонкую талию. Она держит Степлтона под руку. Переглядываются. Степлтон улыбается. Лицо Беррил серьезно. Идут к столу. На часах 7. Берримор обходит стол. Наполняет высокие бокалы янтарной жидкостью из графина. Во главе стола Генри. Он неотрывно смотрит на сидящую напротив Беррил. Ватсон и Мортимер сидят вдоль длинной стороны напротив Степлтона. В холле горит множество свечей. В канделябрах на столе, в люстре, на стенах и на каминной полке. Берримор наполняет бокал Генри. Тот сразу делает большой глоток. Ватсон бросает на него строгий взгляд. Поднимает свой бокал. Приветствуем вас в Баскервиль-Холле. Обменявшись взглядами, все делают по небольшому глотку. Берримор ставит графин на маленький столик. Встает рядом. Вы, очевидно, часто бывали в этом доме. А мы вот с сэром Генри чувствуем себя здесь как гости. Да, мы часто бывали здесь. Сэр Чарльз был очень гостеприимен. Сделав глоток, Степлтон отставляет бокал. Ваш дядюшка был душой нашего общества. Делая очередной глоток, Генри смотрит на Беррил. Та смущенно отводит взгляд. Потом неуверенно поднимает глаза на Генри. Ее глаза блестят. Вы надолго приехали в наши края? Я думаю, я теперь уже отсюда никуда не уеду. Генри широко лукаво улыбается. Улыбнувшись, Степлтон делает глоток из бокала. В спальне Генри. Пьяно покачиваясь, хозяин сидит на тумбе у изножья кровати. Послушайте, Ватсон. Что? В руке большая сигара. И что, это все? Лежащий на кровати Ватсон садится. Она сказала, что еще рано любоваться красотами болота. Орхидеи еще не зацвели. Снова ложится. А что она вам еще сказала? А? Хватаясь руками за изножье, садится. Она сказала, что Генри потягивает сигару. беспокоится из-за приезда наследника. То есть вас. Не, ну, мне интересно, а что она еще сказала про орхидею? Знаете, это такая... Они еще не зацвели. Обмениваются долгим взглядом. Генри припадает к сигаре. Орхидеи еще не зацвели? Мечтательно смотрит вдаль. Что бы это значило? Не зацвели, и все. Округлив глаза, переводит вопросительный взгляд на Ватсона. Тот картинно пожимает плечами. Ватсон оборачивается к двери. Покачиваясь, встает на ноги. По коридору с пледом на плечах и свечой в руке идет Берримор. Ватсон и Генри выглядывают из спальни.
Покачиваясь, выходит. Идут по коридору. Берримор в холле. Поднимается на второй этаж. Висящие в коридоре рога отбрасывают зловещие тени. Ватсон идет первым. За ним следует Генри. Берримор в башне. Подходит к узкому окну с полукруглым верхом. Ватсон и Генри поднимаются по винтовой лестнице. Подняв свечу, Берримор поводит ею вверх и вниз перед окном. Ватсон входит в башню. Генри остается на лестнице. Что вы здесь делаете, Берримор? Берримор оборачивается. Лицо невозмутимо. Ничего, сэр. Это окно. Я всегда проверяю на ночь, заперто ли. Снова оборачивается к окну. Даже в башне? Да, сэр, во всем доме. Послушайте-ка, Берримор. Руки Генри сложены на груди. Помахивает пальцем. Довольно изворачиваться. Что вам здесь понадобилось? Берримор робко моргает. Я ничего дурного не делал, сэр. Я только посветил свечой в окошко и... Подается назад. Генри входит в башню. Ватсон закрывает дверь. А для чего вы светили свечой в окошко? Не спрашивайте меня, сэр Генри. Не спрашивайте, клянусь вам, это не моя тайна, если бы это касалось только меня, клянусь вам... Видимо, это условный знак. В каком смысле? В прямом. Берримор прижался спиной к стене. Сейчас мы проверим, будет ли на него ответ. Ватсон берется за подсвечник. С усилием забирает его у Берримора. Тот опускается на лавку. Прикрыв глаза, склоняет голову. Поднеся к окну, Ватсон поводит свечой вверх и вниз. Среди темных болот появляется яркий огонек. Ватсон, вы видели? Генри держит Берримора за ворот. Какой негодяй. Встряхивает. Берримор, это же сигнал. Кто ваши сообщники? Это мое дело. Кто ваши сообщники? Это мое дело. Говорите немедленно. Оно касается только меня, и я ничего вам не скажу. Генри показывает на дверь. В таком случае вон отсюда. Вы уволены. Вон отсюда, Берримор. Слушаюсь, сэр. Ватсон встает в дверях. Видно, ничего не поделаешь. Я выгоню вас с позором. Преграждает путь Берримору. Генри берет того Берримор. за шкирку. Столько веков наши предки жили под одной кровлей. И теперь вы замышляете что-то против меня. Нет, нет, сэр, не против вас. Ватсон открывает дверь. Добрый вечер. Здравствуйте. Элиза в ночном платье. Вот, Элиза. На плечах шаль. Чего ты добилась? Нас увольняют. Берет у Ватсона Можешь пойти и собрать вещи. свечу. Я добилась. Отстраняет Нет, вы только послушайте, что он говорит. руку Генри Сэр Генри, я вам лгать не буду. от Берримора. Впрочем, если в этом и есть что-то дурное, то, поверьте, мой муж это сделал только ради меня. Его избаловали с детских лет, ему потакали во всем, и, конечно, он вообразил, что ему все дозволено, что весь мир существует только для его удовольствия. Ватсон, я не когда понимаю он подрос, ничего. то в него словно бес вселился. Он разбил материнское сердце и смешал семейное имя с грязью. Чем дальше, тем хуже и хуже, от преступления к преступлению. Что его спасло от виселицы? Только милость Божья. Я ничего не понимаю. Сэр Генри, если бы вы только знали, какой это был чудный ребенок. Я вам могу показать его портрет в Да не детстве. надо Это ничего был показывать, ангел, я не- настоящий ангел. Он просто попал в дурную компанию. Ее девичья фамилия Селдон, сэр. В руках Элизы медальон. Ну, хорошо, я знаю. Ну, что? Селдон ее младший брат. Значит, убийца Селдон Элиза радостно улыбается. ваш брат? Да, сэр. Он погибает на болоте от голода. Джон подает ему знак.
что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести. Вот и все. Мы каждый день надеемся, что он уйдет, но пока он здесь, мы не можем его бросить. Я ничего не понимаю, пожалуйста, не понимаю ничего. Прах, болото, какой обед может быть на болоте? Ну, забери, я не понимаю ничего. Заберите эту женщину, скорее, может. Не хочу я это все слушать. Берримор выводит Элизу. Генри закрывает дверь. Ватсон распахивает окно. Послушайте, доктор, я ничего не понимаю. Все-таки объясните мне, о чем они сейчас тут говорили? На болоте прячется ее брат, убийца Селдон. Они его кормят. Да что вы говорите? Очевидно, огонь только отсюда и виден. Удивляюсь, как ему не страшно. Ветер треплет волосы Ватсона. Генри ежится. Как вы думаете, это далеко отсюда? Миль 2, не больше. Послушайте, давайте его поймаем. Оба пожимают плечами. Давайте. И все кончится. Не кончится. В пальто и шляпах сбегают по небольшому склону. Генри бежит первым, азартно смотря вперед. Вы что-нибудь с собой прихватили? У меня хлыст. А мне револьвер. Стойте здесь, а я пойду налево. А что бы сказал Холмс, помните, в ночное время, когда сила зла... Посмотрев в сторону, Ватсон застывает. Генри переводит на него протрезвевший взгляд. На фоне гравюры, изображающей Баскервиль-Холл, появляются титры. Автор сценария Игорь Масленников при участии Юрия Векслера. Режиссер-постановщик Игорь Масленников. Композитор Владимир Дашкевич. Звукооператор Ася Зверева. Директор картины Григорий Прусовский. Конец первой серии. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОС «Фильм». Фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» начинается. Титр. По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Заставка. Памятник «Медный всадник». Петр I сидит на вздыбленной лошади. Перед памятником буквы слова «Ленфильм». За памятником пересекаются белые лучи блокадных прожекторов. Творческое объединение телевизионных фильмов. Гравюра с изображением мрачного замка с восьмигранной башней на переднем плане. Поверх гравюры титр «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Рука в черной перчатке разворачивает свиток с текстом на английском языке. Заголовок «Баскервиль-Холл, 1742». На текст накладываются черные листы, отдаленно напоминающие трафареты шифра Кардану. Ряд прямоугольных прорезей размером с буквы. В прорезях появляются русские буквы титров. Артур Конан Дойль. Собака Баскервилей. 2 серия. В ролях Шерлок Холмс Василий Ливанов. Доктор Ватсон Виталий Соломин. Миссис Хадсон Рина Зеленая. А также Ирина Клубченко, Никита Михалков, Алла Демидова, Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Борислав Брандуков, Сергей Мартинсон, Евгений Стеблов, Олег Янковский, Пауль Леомар, Олег Пальмов и другие. Ночь. Ватсон и Генри на болотах. Испуганно смотрят по сторонам. Генри переводит взгляд на Ватсона. Ватсон, что это? Это была собака? Говорят, здесь так кричит какая-то птица. Тот продолжает смотреть по сторонам. Ну, вы же сами знаете, что это похоже на собаку. Ну, иногда болота издают такие звуки. Ну что же, зачем же вы
Что ж вы меня ребенком считаете? Скажите мне правду. Это же собака, Ватсон. Покачиваясь, Ватсон поворачивается к Генри. Местные жители говорят, что так будет собака Баскервилей. Генри деловито кивает. Ну, правильно. И когда дядя помер, там же были собачьи следы. Вернемся домой. Вернемся. Ой, Вместе оборачиваются. что это? Селдон. На выступе одного из камней стоит свеча. За камнем непроглядная чернота. Из-за камня появляется человеческая рука. Берет свечу. Ватсон достал револьвер. Вместе с Генри подаются ближе к камню. Из-за камня выглядывает невысокий человек с давно небритым плоским лицом. На нем грязный плащ и шляпа. Бросив взгляд на Генри и Ватсона, бежит вверх по отвалу. Кидает булыжник. Ватсон и Генри отпрыгивают в сторону. Булыжник падает точно на то место, где они только что стояли. Карабкаются вверх по отвалу. Забираются на поросшую деревцами вершину. Изо ртов преследователей идет пар. Оглядываясь, Ватсон замирает. На каменном столбе, очерченный луной, силуэт высокого мужчины. Там еще один. Генри смотрит в указанном Ватсоном направлении. На столбе никого нет. День. Ватсон около камина. В руках согнутая корытцем бумажка. Вам тоже плохо, Ватсон? Запрокинув голову, высыпает с бумажки порошок в рот. Морщится. Генри в халате сидит в одном из кресел. Прижимает к колбу бутылку. На голове сеточка. В руке неполный бокал. К столу степенно подходит Берримор. Покачиваясь, Ватсон также подходит к столу. Делает глоток жидкости цвета апельсинового сока. Бросив на Берримора изучающий взгляд, садится за стол. Берримор раскладывает овсянку. Ваш завтрак, милорд. Ой, что вы кричите всегда, Берримор? Ну что кричите? Что здесь глухие, что ли, сидят? Боже мой. Генри отставил бутылку. Поглядев на бокал, морщится. Берримор берет бутылку. Я очень удивился, милорд, узнав, что вы собирались поймать Селдона. Убирает бутылку в узкий шкаф. Уверяю вас, мне не хотелось бы наводить на его след. Запирает шкаф на ключ. Ему и без того несчастному плохо. Ой, ну при чем здесь вы? Скажите мне, пожалуйста. При чем здесь вы? Генри встал. В конце концов, не вы, а ваша жена сказала нам всю правду. И то после того, как мы на нее нажали как следует. И все-таки согласитесь, он же убийца. Ватсон массирует виски. И подумайте, в округе нету нигде поблизости жилища. Каково мистеру Степлтону и его сестре. Если что-нибудь случится, им даже неоткуда ждать помощи. Уверяю вас, Селдон совершенно не опасен. Собирается в Южную Америку и ждет парохода. Его уже искать перестали. Ну, конечно, если вы сообщите полиции, то... Да, но если он совершит что-нибудь до отъезда. Сэр, он сидит на болоте, тише воды, ниже травы. С тарелкой каши, продолжая есть, Ватсон встал перед Берримором. Я не понимаю, как он не боится этой собаки на болоте? Просто... Боится, очень боится. Посмотрев в стакан, Генри морщится. Послушайте, Берримор, Кладет дружище, Берримору руку на плечо. не обижайтесь. Мы же не собираемся, в конце концов, доносить ни в полицию, ни властям. Так что можете быть спокойны. Ну? Да благословит вас Бог, сэр. Берримор уходит. Генри медленно подносит бокал к рту. Опускает. Вы так добры, сэр Боже, Генри. опять. Вы так добры к нам. Может быть, я напрасно так долго молчала. Может быть, полиция это тоже было бы интересно. Но когда в деле замешана женщина, тут надо действовать осторожно. А если речь идет о достойных людях, то ничего хорошего из этого не может получиться. А нашему несчастному хозяину, вашему дядюшке, добрейшему сэру Чарльзу, уже ничем нельзя помочь. Правда, я каждый день убираюсь в его кабинете. И даже на следующий день после его смерти я смахнула пыль из бюро, из мраморного бюстика, Вы из каминной нашли полки. что-нибудь в кабинете? Элиза замерла с открытым ртом. Подходит к Ватсону. Вы только не подумайте, что я рылась в его бумагах, сэр. Я никогда не роюсь в его бумагах. У меня нет такой привычки рыться в чужих бумагах, нашли? сэр. Я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. Глубоко взволнованно дышит. Почему?
У него было свидание с женщиной. Откуда вы знаете? Я нашла в глубине камина обгорелое письмо. Совершенно случайно, сэр. Вы ничего дурного не подумайте, пожалуйста. Ну, так что? Можно сказать, пепел, сэр. Я разобрала в конце только несколько слов. Прикрывает глаза. Умоляю вас, как только женщина может умолять джентльмена, будьте у калитки в 10 часов вечера. Открывает их. Вы сохранили этот отрывок? Нет, сэр. Он рассыпался у меня в руках. Что еще? Подпись. Подпись? Да, подпись. 2 буквы, сэр. Ватсон подается ближе. Л. Л. Элиза заговорщицки на него смотрит. Ватсон в отделении почты. Вот выглянуло солнышко, и нам как будто нечего бояться. Мужчина снимает кошку с бюро. Скажите, пожалуйста, вы, очевидно, знаете здесь всех. Ну, по крайней мере, взрослое население округи. Думаю, что да. Тогда вы, вероятно, назовете мне полное имя и фамилию женщины, инициалы которой ЛЛ. Такие инициалы никому не подходят. Мужчина задумчиво смотрит в сторону. Хотя, постойте. Есть некая Лора Лайонс. А кто она такая? Дочь Фрэнклинда. Ах, Фрэнклин, да. Да-да. Спасибо, что напомнили. Ватсон глуповато улыбается. Выходит из почты. Около ступенек Мортимер со Снуппи. С хорошей погодой. Здравствуйте, дорогой Ватсон. Вы шли на почту? Да, в другой раз. Я так давно вас не видел. Что нового, кроме погоды? Я вас тоже давно не видел. Где пропадали? Много работы. Весной болеют чаще. Много исследований. Вожусь в своей могиле. А потом, пока вы здесь, я совершенно спокойно за Баскервилля. Да и концы не маленькие. Садитесь, я вас подвезу. Спасибо, коллега. Снупи? Взяв Снупи под мышку, Мортимер садится в экипаж. Сев рядом с ним, Ватсон берет вожжи. Отъезжающий экипаж провожают взглядом 2 женщины в серых платках. Экипаж едет по полю. Ну как ваша тяжба? Какая тяжба? Вы говорили, что какой-то местный сутяга хочет подать на вас в суд за сквернение могил. Фрэнклин, совсем полоумный старик. Спустил все свое состояние на судебные издержки. Надеюсь, что у него не хватит пороху на меня. Он живет здесь, у болот. Совсем один? Один как перст. У него нет детей? У него есть дочь, Лора. Лора Фрэнклин? Совершенно верно. Она вышла замуж за художника по фамилии Лайонс. Он приезжал сюда на этюды. А потом беспардонно бросил ее. Сама Лора покатилась по наклонной плоскости. Чем она живет? Фрэнклин вряд ли ей дает что-нибудь, так как его дела находятся в плачевном состоянии. Каковы бы ни были ее прегрешения, нельзя же позволить, чтобы она скатывалась все ниже и ниже. Поэтому соседи, Степлтон, я и сэр Чарльз, помогали ей. Дали возможность честно зарабатывать на жизнь. Мы хотели, чтобы она выучилась печатать на машинке. Снупи, стоять, Снупи! Стоять, Снупи, стоять! Извините меня, доктор, я должен догнать Снупи. Осторожно на болоте! Придерживая шляпу, Не в первый раз! Мортимер бежит через поле. Стоять, Снупи, стоять! В холле Генри с пустым бокалом в руке ковыряет штопором в замке шкафа, в который Берримор убрал бутылку. Подойдя, Берримор участливо заглядывает через плечо. Что ж такое, господи? Это я запер, милорд. Генри отходит от шкафа. Ну так откройте, Берримор. Берримор достает из замочной скважины штопор, вставляет в нее ключ, открывает шкаф-бар с десятками бутылок внутри. Угу. Извлекает бутылку без этикетки с бледно-желтой жидкостью. Идет к камину. Заложив руки с пустым бокалом за спину, Генри следует за ним.
Послушайте, Берримор, я давно у вас хотел спросить вот о чем. Этот ваш каторжник, этот ваш родственник на болоте, он что, действительно видел эту чертову собаку? Или все-таки это все сказки, а? Садится в кресло перед камином. Не видел, сэр. Но слышал. Ну и что? Очень страшно. Протягивает бокал. Берримор наливает на 2 пальца. Только и мечтает поскорее убраться отсюда. Генри берет из его рук бутылку. Да. Доливает. Двухэтажный дом. 2-й этаж мансарда. На ее балконе подзорная труба. Около изгороди останавливается экипаж Ватсона. Ватсон поворачивает голову. Из-за дерева выходит джентльмен в килте. На руках небольшая собачонка. Чем обязан таким вниманием, сэр? Опускает собачонку на землю. Идет, опираясь на толстую трость. Добрый день. Я доктор Ватсон. На поясе спорон. Большой кожаный кошель. Вот езжу, осматриваю окрестности. Решил дать лошадям немного передохнуть. Килт перехвачен большой булавкой. Фрэнклин, слышал я, что вы гостите в Баскервиль-холле. Вам, лондонскому сыщику, вероятно, будет интересно узнать одну забавную историю. Зайдемте ко мне. Выпьем по стаканчику вина. Взяв зонт, Благодарю. Ватсон спрыгивает. Получается, что я напросился. Получается. Ничего не попишешь. Меня не проведешь. Приемы сыщиков я вижу на 5 футов вглубь. Фрэнклин ведет Ватсона под руку. Входит в неубранную комнату. Везде книги. Сегодня у меня торжественный день, сэр. Настоящий праздник. Я выиграл 2 судебных процесса. У Фрэнклинда нос крючком, длинные седые волосы. Теперь здешняя публика поймет, что закон есть закон. Ватсон улыбается. В моем лице она имеет дело с человеком, который не побоится обрушить его возмездие на голову непокорных. Фрэнклин убирает с кресла блюдце с чашкой. Как же это вам удалось? Обратитесь к судебным архивам, сэр. Протягивает большую книгу. Пожалуйста. Взяв, Ватсон сдувает с нее пыль. Вы не пожалеете потраченного времени. Я горжусь тем, что у меня нет личной заинтересованности в этих делах. Я только выполняю общественный долг. Хотя мой дом стоит не в деревне, я чувствую себя членом общины. Я не одинок, сэр. Так ваша дочь живет вместе с вами? Фрэнклин резко поднимается. Грубо работаете, мистер Ищейка. Выхватывает книгу. Коли вам нужна эта распутница, могли бы действовать типа хитрее. Толкает. Чем я вас обидел, мистер Фрэнклин? Чем? Ватсона. А тем, что каждая особь мужского пола начинает поиск моей развеселой доченьки с меня, с одинокого старого несчастного отца. Ватсон вжался в дверь. В каком трессе она живет? В каком трессе? Небольшая комната. Пожалуйста. Благодарю вас. На атласном диване женщина лет 40 с красивым надменным лицом. Я имею удовольствие видеть миссис Лору Лайонс. Что вам угодно? Я доктор Ватсон из Лондона. Я имею удовольствие знать вашего батюшку. У меня нет ничего общего с моим отцом. Я ничем ему не обязана и не считаю его друзей своими друзьями. Нет, я не хочу сказать, что я друг мистера Фрэнклинда. Скорее наоборот. Что вам угодно? Женщина с снисходительным жестом Благодарю вас. показывает на стул. Ватсон садится. Скажите, пожалуйста, вы знакомы были с сэром Чарльзом Баскервилем? На полке статуэтка борзой собаки. Да, я многим ему обязана. Вы с ним переписывались? Не могли бы вы объяснить цель этих вопросов? Я действую по распоряжению племянника сэра Чарльза. Понимаю. Да, я писала ему раза 2. Благодарила за великодушие и деликатность.
Вы с ним встречались лично? Несколько раз, когда он приезжал в Кум-Тресси. Странно. Очень странно. На лице Ватсона наигранное недоумение. Вы редко с ним переписывались, редко встречались. Тем не менее, он был настолько посвящен в ваши дела, что даже оказывал помощь. Мне оказывали помощь очень многие джентльмены, зная мою печальную историю. Ну, например, доктор Мортимер или мистер Степлтон, близкий друг и сосед сэра Чарльза. Он проявил ко мне исключительную доброту. Кстати, он познакомил сэра Чарльза со мной. В своих письмах сэру Чарльзу вы настаивали на личном свидании. Лора берет со стола курительную трубку. Я считаю этот вопрос неуместным, сэр. Простите, сударыня, но я вынужден повторить его. Хорошо, я отвечу. Конечно, нет. Даже в день смерти сэра Чарльза. Наполняет чашу из табакерки. Мне кажется, вам изменяет память. Я могу процитировать вам одну фразу из вашего письма. Умоляю, как только женщина может умолять джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в 10 часов вечера. Закрыв табакерку, Лора встает. Значит, нет на свете джентльменов. Пройдя по комнате, садится за стол у окна. На столе печатная машинка. Почему вы назначили такой поздний час для встречи? Я узнала, что сэр Чарльз уезжает в Лондон на несколько месяцев. Что же было, когда вы пришли на свидание? Я не была там. Миссис Лайонс. Берет спичечный коробок. Я не была там. Что же вам помешало? Это мое личное дело. Я не собираюсь посвящать вас в это. А почему вы настаивали, чтобы сэр Чарльз уничтожил ваше письмо? Если вы читали письмо, то я думаю, что вы сами должны догадаться об этом. Раскурив трубку, Лора выпускает облачко дыма. Письмо было сожжено. Сэр Чарльз исполнил вашу просьбу. Мне удалось прочитать только по скрипту. Бросив долгий взгляд на Лору, Ватсон пересекает комнату. На стенах восточные миниатюры. На этажерках китайские вазы и статуэтки. Вы назначили свидание с сэру Чарльзу в том самом месте и в тот самый час, когда его постигла смерть. Выпустив струйку дыма, Лора переводит на Ватсона взгляд своих больших, томных глаз. Хорошо. Поднимается. Я расскажу вам. Прохаживается по комнате. Мой муж, которого я ненавижу, не перестает преследовать меня. Закон на его стороне. И каждый раз мне угрожает опасность, что он вынудит меня к совместной жизни. Перед тем, как написать письмо сэру Чарльзу, я получила известие, что могу обрести свободу, но для этого мне понадобились бы деньги. Свобода же мне давала все: спокойствие, счастье, душевное самообладание. Решительно все. Я узнала, что сэр Чарльз был очень великодушным человеком и мог бы мне помочь. Почему же вы все-таки не пошли на свидание? Потому что я получила помощь из других рук. Лора опирается локтем о каминную полку. Сузив глаза, надменно смотрит на Ватсона. Полутемный холл. Ёжись, входит Ватсон в верхней одежде. Проходит мимо Берримора. Стягивает перчатки. Подходит к камину. На согнутой в локте руке висит зонт. Ну что, как ваш родственник, Берримор? Вытягивает ладони над огнем. Все еще скрывается на болотах? Берримор подходит к Ватсону. Не знаю, сэр. Изучающе смотрит в его лицо. Поскорее бы уж он уехал. Я ничего о нем не знаю. Подходит к столу с бутылками, наполняет бокал. С тех пор, как отнес ему последний раз еду. Подает Ватсону на небольшом подносе. А было это 3-го дня, сэр. Благодарю. И вы его тогда не видели? Нет, сэр, но я проверил, еды на месте не оказалось. Ну, раз еды не оказалось, значит, он там. Взяв бокал, Ватсон прохаживается по холлу. Может быть и так, сэр.
если эту еду не взял тот, другой человек. Резко оборачивается. Какой человек? Берримор подходит вплотную к Ватсону. Сэр, там на болотах прячется другой человек. Тот садится на край стола. Вы его видели? Нет, сэр. А откуда же вы о нем знаете? Селдон видел его 2 раза. Вначале принял за полицейского, но потом... Поднявшись, Ватсон возвращает бокал Берримору, похлопывает его по плечу. Быстро идет к лестнице на 2-й этаж. А где сэр Генри? Ушел гулять на болото. Куда? На болото. Ватсон замер на середине лестницы. Цепляясь зонтом за ступеньки, спускается. Бежит к выходу. Выбегает на то место, где он и Генри пытались поймать Селдона. Бежит между каменных отвалов. Поднимается на холм. Тяжело дыша, замирает. Вдоль небольшого озерца идет Берил в изящной белой шляпке и серой юбке с жакетом. В одной руке тонкая трость, другая в муфте придерживает юбку. Вздрогнув, оборачивается. На черном скакуне подъезжает Генри. На нем кожаная безрукавка поверх клетчатой рубахи, кожаные брюки. Спешившись, он подходит к Берил. Та приветствует его улыбкой. Они берутся за руки. Оживленно беседуют. Берил улыбается, кокетливо поводит плечами. Генри берет ее за локоть, привлекает к себе. Берил слабо сопротивляется. На лице Ватсона волнение. Он смотрит в сторону. По болоту, совершая большие прыжки, бежит Степлтон. Приблизившись, берет Берил за локоть, отводит от Генри. Встав перед Генри, что-то решительно говорит ему. Указывает ростью в направлении Баскервиль-холла. Указывает Берил направление на дом. Подталкивает ее. Обернувшись, Генри что-то говорит, потрясая указательным пальцем. Генри слушает его с невозмутимым лицом. Степлтон уходит. Генри опускает задумчивый взгляд. Смотрит вслед Степлтону. Забирается в седло. Заложив руки в карманы, Ватсон идет вдоль одной из стен Баскервиль-холла. Послушайте, Ватсон! Ватсон! Вы что, так и будете за мной все время ходить? Смотря куда вы идете. Если на болото, то да. Что вы за мной все время следите? Ведь вы знаете, какие мне даны указания. Да какие указания? Я что, не имею права ухаживать за девушкой, что ли? Сейчас мне ее братец наговорил, черт знает чего. В конце концов, чем я хуже других? Вы не хуже других. Надоело! Вы вполне имеете право. Хлестнув лошадь, Генри уезжает. Скакун Генри несется галопом по утрамбованной дороге среди болот. Генри достает револьвер из кобуры. Тянет поводья на себя. Обводит взглядом уходящие к горизонту болота. Вскидывает револьвер. Скакун мотает головой, вертится на месте. Генри останавливает его, потянув за поводья. В холле Берримор вносит на блюдце стакан с молоком. Генри сидит на кресле перед камином. Ноги в сапогах со шпорами на небольшом столике. Берримор ставит молоко на столик. Забирает с него поднос с 2 пустыми винными бутылками и кобуру с револьвером. Держащая пустой бокал рука Генри свисает с подлокотника кресла. Берримор аккуратно забирает бокал.
Лицо Генри подрагивает. Из-под полуприкрытых век скатываются слезы. Туманный день. Ватсон проезжает мимо дома Фрэнклинда. Доктор Ватсон. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Дайте лошадям передохнуть, доктор Ватсон. Вы частный сыщик. И я хочу с вами посекретничать. Ватсон с недоверием смотрит на Фрэнклинда. Взяв зонт, спрыгивает с козел. В комнате Фрэнклинд задвигает засов. Ватсон сидит, склонив голову. А мне кое-что известно. Подняв глаза, устало кивает. Наверное, опять браконьерство. Нет, друг мой. Тут дело гораздо серьезнее. А что, если оно касается беглого каторжника? А? Я собственными глазами видел, кто носит ему еду. Мужчина с бородой. Нет, представьте себе, еду носит ребенок. Он ходит одной и той же дорогой в одно и то же время. Спрашивается, кому? Каторжнику? Может быть, это сын какого-нибудь пастуха, который носит ему обед? Вам так кажется, сэр? Пойдемте, пойдемте. Вы увидите собственными глазами. Пожалуйста, вот сюда. Пожалуйста. Фрэнклин показывает на затянутую паутиной лестницу. Ватсон поднимается первым. Выходит на балкон. Взгляните сюда. Фрэнклин показывает направление рукой. Подзывает к подзорной трубе. Скорей, скорей, доктор Ватсон. Смотрите сюда, пока он не скрылся. Ну что, прав я или нет? Да, действительно мальчик. На зло полиции я ни слова не скажу о нем. И вас, доктор Ватсон, тоже прошу, молчите. Понимаете? Ни единого слова. Мальчик лет 15 в кепке и с тросточкой. Лица не видно. Подходит к сложенному из камней конусообразному строению заброшенной мельницы. В руках узелок. Вечер. В холле. О! Ватсон, присаживайтесь. Генри сидит напротив камина. Пламя отбрасывает на кресло и стены мягкий желтый свет. Ватсон опускается в кресло. Кладет ногу на ногу. Благодарю вас. Вы знаете, Ватсон, я решил поскорее убраться из этих мест. Генри в домашнем черном халате. Правда, для этого мне придется ждать еще 3 месяца. Почему именно 3 месяца? Таково условие ее братца. Кстати, он был здесь недавно. С извинениями. С извинениями. Генри с задумчивой грустью смотрит на огонь. Переводит взгляд на Ватсона. Я люблю ее, Ватсон. И я никуда отсюда без нее не уеду. Эта женщина создана для меня. Понимаете? Ватсон улыбается. Правда, она тоже выражала всякие беспокойства по поводу опасности, которая мне здесь якобы грозит. Генри делает глоток из бокала. И зачем ему понадобились эти 3 месяца? Черт ее знает. Не знаю.
Входная дверь медленно открывается. За ней непроглядная тьма. Встав, Генри делает шаг назад. В дверном проеме показывается нескладная фигура Мортимера. Одежда грязная и в нескольких местах рваная. Волосы всклокочены, на лбу ссадина. Покачиваясь, входит в холл. Пропал Снупи. Ушел на болото, не вернулся. Освещенная оранжевым светом низкого солнца заброшенная мельница. Ватсон с сигарой во рту. Посмотрев по сторонам, глубоко затягивается, отбрасывает окурок за спину. Согнувшись, поднимается по склону к мельнице. Достает из внутреннего кармана револьвер. Подойдя ближе к мельнице, смотрит в черный прямоугольник входа. Вход частично завален осыпавшимися со стен камнями. Держа перед собой револьвер, Ватсон входит в полутемное помещение. Над углями кострища поднимается дым. Рядом постель из разложенного поверх соломы пледа. Оглядевшись, Ватсон склоняется к лежащему рядом с постелью пиджаку. Приподняв, осматривает его. Оранжевый диск солнца, опускаясь, касается горизонта. Ватсон сидит в полутемном помещении, сонно прикрыв глаза. Отмахивается от поднимающегося от углей дыма. Бросает короткий взгляд в сторону входа. Встает за каменный выступ. Пожалуйста, поосторожней с револьвером, дорогой друг. Прислушавшись, улыбается. Ватсон, я уж никак не думал, что вам удастся обнаружить мое временное пристанище. А тем более не ожидал застать вас здесь. Это обнаружилось за несколько шагов до пещеры. Широко улыбается. Убирает револьвер. Вы узнали мои следы! Если вы когда-нибудь захотите провести меня, сначала смените табачный магазин. Холмс в кепке, свитере грубой вязки, костюме из толстой ткани. На плечи наброшен короткий плащ. Ватсон, вот ваш окурок. Брэдли, Оксфорд-стрит. С тех пор, как я легкомысленно позволил Луне светить мне в спину, я понял, что вы меня обязательно отыщете. Радушно обнимаются. Ватсон похлопывает Холмса по спине. Значит, я вас увидел тогда. Как же вы меня все-таки разыскали, Ватсон? Меня навел на след мальчишка. За ним здесь кое-кто наблюдает. А, старый джентльмен с подзорной трубой. Именно. Солнце полностью скрылось за горизонтом. На болото опустились сумерки. Ну что, Ватсон? Во временном пристанище Холмса. Есть ли в Кумтрессе? Да. Повидаться с Лорой Лайнс. Совершенно верно. Холмс развязывает узелок. Я рад, Ватсон, что наши розыски движутся по параллельным линиям. А я думал, Холмс сидит на Бейкер-стрит и занимается делом. Я хотел, чтобы вы именно так и думали. Достает жестяные банки. Но почему вам понадобилось скрываться от меня? Видите ли, Ватсон, если бы знали, что я здесь, это могло бы только повредить делу. Я привез с собой Картрайта. Помните этот мальчуган из рассыльной конторы? А, да-да. Он отлично меня обслуживает. Вы же знаете мои скромные требования, Ватсон. Кусок хлеба. Откусывает от куска мяса на косточке. Чистый воротничок. Что мне еще нужно? В руке небольшая фляга. Потом Картрайт. Это пара лишних глаз, весьма зорких. И пара ног, весьма быстрых. Знаешь, я свои отчеты писал впустую. Нет, дорогой друг. Достает конверты из-под камня. Вот ваши отчеты. Опускает камень. Упорство,
наблюдательность, недюжинный литературный талант, который вы проявили в таком труднейшем деле, выше всякой похвалы. Ватсон смущенно ухмыляется. Дело, Ватсон, сложнейшее. Вы знаете, что между Степлтоном и Лорой Лайнс существуют тесные дружеские отношения? Нет, я ничего не знал об этом. Холмс попыхивает трубкой. Они встречаются, обмениваются письмами. Вообще у них царит полное согласие. Это хороший козырь в наших руках. Я думаю использовать его в игре против жены Степлтона. Перекладывает трубку из левого уголка рта в правый. Его жены? Она не сестра его, а жена. Ватсон расстроенно опускает голову. Вскидывает взгляд. Вы уверены в этом? Да. Снова опускает голову. Растерянно смотрит по сторонам. Тогда как он допустил, чтобы сэр Генри влюбился в нее? Любовь сэра Генри грозит бедой только сэру Генри. А любовь Ватсон... Холмс многозначительно поводит ладонью и прикрывает глаза. Зачем такие сложности? Ну как зачем? Он рассчитал, что она ему будет полезнее в роли свободной женщины. Ну как вы узнали, что она его жена? В одной беседе с вами Степлтон так увлекся, что рассказал вам часть своей подлинной биографии. А найти в Англии учителя – самое простое дело. Я навел справки и узнал, что действительно в одной из частных школ Йоркшира произошла пренеприятнейшая история. Директор, фамилия вот была тогда другая, скрылся. Но когда я узнал об увлечении Степлтона энтомологией, мне все стало ясно. Единственное, чего я опасаюсь, чтобы он не нанес удар первым. Поэтому, как я не рад вас видеть, мой дорогой друг, я все-таки предпочел бы, чтобы вы были не здесь, а рядом с сэром Генри. Да-да. Тихо. Выбегают из мельницы. Где это? Где это кричат, Ватсон? По-моему, в той стороне. Нет, это там. Это собака. Холмс быстро бежит вниз по каменистому склону. Ватсон не отстает. Карабкаются на нагромождение валунов. Зачем я медлил? И вы тоже хороши, Ватсон. Замерев, озираются по сторонам. В руках револьверы. Смотрят вниз. Во враге ничком лежит человек в шубе. Руки раскинуты в стороны. Черт возьми. Вот, Ватсон, теперь нам придется доказывать, что смерть обоих Баскервилей связана с собакой. Никогда не прощу себе. Доказывать, что он не упал со скалы и не разбился. Во враг вбегает Степлтон. С недоумением смотрит на Ватсона и Холмса. Доктор Ватсон? Потерев руки в перчатках, склоняется к телу. Прикасается к его плечу. Что с сэром Генри? Ватсон убирает револьвер. Сняв перчатку, приподнимает скрывающий лицо человека воротник. Степлтон зажигает спичку. По камню, на котором лежит голова человека, стекает кровь. Это не сэр Генри. Ватсон переворачивает человека на спину. Со смесью удивления и недоумения в лице Степлтон выпрямляется, отбрасывает спичку. А кто же это? Это Селдон, каторжник. А где сэр Генри? А почему именно сэр Генри? Лица Холмса и Ватсона серьезны. Степлтон нервным жестом достает сигару. Он должен был зайти сегодня к нам. Когда я услышал крики на болоте, очень испугался за него. Вы ничего не слышали, кроме криков? Откусывает ее кончик. Нет. А вы? Нет, я тоже ничего. Надменно улыбается. Тогда почему вы спрашиваете? Доктор Ватсон, вы по-прежнему не верите в собаку? А вы, мистер Холмс? Холмс делает шаг вперед. Добрый вечер. Кивает Степлтону. Добрый вечер. Я Степлтон. Степлтон прикуривает от спички. Мы вас заждались. Надеюсь, ваш приезд к нам прольет свет на все эти таинственные события.
Всякое расследование должно опираться на факты, а не на слухи и впечатления. Я уезжаю в Лондон с неприятным осадком в душе. Как, вы завтра уезжаете? Да, к сожалению. Затянувшись сигарой, Степлтон выпускает дым. Едва заметно улыбается. Генри в кресле перед камином. В одной руке карманный томик, в другой бокал. Читая, в недоумении переворачивает томик, смотрит на его обложку. Прислушавшись, испуганно поворачивается к дверям. Отставив бокал, хлопает себя по коленям. Мистер Холмс, дорогой! Здравствуйте, мистер Холмс. Я так счастлив, что вы приехали. Добрый вечер, Ватсон. Жмет руки. Вы знаете, мистер Холмс, я за 2 недели жизни в этом проклятом замке от страха выпил больше, чем за всю жизнь. Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе. Дело трудное и запутанное. Я думаю, скоро все выяснится. А я очень надеюсь на вас, мистер Холмс. Не хотите ли немножко чуть-чуть выпить? С удовольствием. А, доктор? Может быть, капельку я... Ну, как угодно. Холмс смотрит на портреты. Это не суеверие, мистер Холмс. Я сам так думал, что это суеверие, но это никакое не суеверие. Мы послушали с Ватсоном, это такой ужасающий вой. Вы знаете, если вам удастся поймать это животное и посадить его на цепь или надеть намордник на него, я буду считать, что вы величайший сыщик в мире. Мне было важно, чтобы вы убедились, что это действительно собака. Это собака, я убедил. Мистер Холмс, это собака. Но даже если это не собака, я вам должен сказать, это что-то ужасающее. Холмс принял бокал. Ватсон, вы снимайте, прекрасное вино. И прекрасные портреты. Мистер Холмс. У вас были очень красивые предки, сэр Генри. Я ничего не понимаю в этой живописи, и бог с ней совсем. Я не об этом хотел поговорить. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Можно я уеду отсюда? Холмс строго смотрит на Генри. Здесь очень страшно, честное слово. Хорошо, хорошо. Отведя взгляд, тот отходит в сторону. Продолжая рассматривать портреты, Холмс идет вдоль зала. Вот этот портрет Кистинеллера. А это, если я не ошибаюсь... Генри кидает в портрет крошки. Рейнольдс, вы плохо выглядите, Генри. Вам нужно больше гулять. Генри пожимает плечами. Гулять, да? Здесь. Да меня и Ватсон никуда не пускает. Ватсон Ходит за мной. Садится. С утра до ночи. Бросает кепку на стол. Да, кстати, мистер Холмс, а давайте пойдем сегодня в гости. Тут недалеко живут одни мои знакомые, вы не знаете их. Это естествоиспытатель мистер Степлтон с сестрой. Мы бы там могли замечательно весело провести время. Да, я в этом не сомневаюсь. Тем более, что сегодня на болоте мы нашли труп человека с переломанной шеей. И оплакивали вас. Сосредоточенный взгляд Холмса поднят к портретам. На часах за его спиной 10:30. Генри идет, покачиваясь, прикасается пальцем к своей груди. Меня? Это каторжник Селдон. Кстати, на нем была ваша шуба. Ну так это, видимо, из тех вещей, которые я подарил Берримору. Именно. Вообще, сэр Генри, я должен был бы давно арестовать всю вашу веселую компанию. За сообщничество. Лукаво улыбнувшись, Ватсон опускает глаза. Ай-яй-яй, боже мой, бедная миссис Берримор. А вот это Вильям Баскервиль, член палаты общин. Еще при Питте. Замечательный портрет. Берримор! Берримор! Берримор выходит на лестницу. Слушаю, сэр. Послушайте, Берримор. А чей вот это портрет? Это родственник. Кто это, Берримор? Родственник. Это сэр Хьюго Баскервиль. Портрет работы 17 века. У Хьюго вытянутое скуластое лицо, внимательные глаза. Послушайте, Берримор, приготовьте, пожалуйста, комнату мистеру Холмсу. И прошу вас, Берримор, перестаньте запирать все время этот шкаф. Вы меня ставите в неудобное положение, прошу вас. Вот он, Хьюго.
Проклятие рода Баскервилей. Ватсон, посветите мне, пожалуйста. Ватсон берет со стола массивный канделябр с горящими свечами. Вы ничего не замечаете? Вглядываясь в портрет, Ватсон приоткрывает рот. Силы небесные. Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ. Он, оказывается, тоже Баскервиль. Подавшись вперед, внимательно разглядывают лицо, фотографически похожее на лицо Степлтона. Ночь. Хьюго Баскервиль скачет верхом по дороге среди болот. На нем кафтан с белым отложным воротником, за спиной развивается черный плащ. В некотором отдалении за ним скачут мужчины с факелами в руках. Въезжают на огороженную каменными отвалами лужайку. В центре лужайки лежит девушка с рыжими волосами. Ее искаженное ужасом лицо становится хорошо видно в свете факелов. Она неотличимо похожа на Лору Лайонс. Чуть поодаль лежит неотличимо похожий на Степлтона Хьюго Баскервиль. Голова запрокинута, на шее рваные раны от укусов огромных зубов. По щеке стекает кровь. В холле. На часах 9. Все за накрытым столом. Берримор накладывает овсянку. Руки Генри сложены на груди. Помахивая носком ботинка, с лукавой улыбкой смотрит на Холмса. Благодарю вас. Берримор кивает Холмсу. Ватсон и Холмс едят овсянку. А вы что, Баскервиль, не любите овсянку? Ой, ненавижу. А потом я берегу аппетит. Я приглашен сегодня к Степлтонам на обед. Надеюсь, вы пойдете со мной. Они очень гостеприимные люди. К сожалению, мы с доктором Ватсоном не сможем составить вам компанию. Сразу же после завтрака мы уезжаем по срочному делу в Лондон. Ватсон с удивлением смотрит на Холмса. Тот сжимает его локоть. В Лондон? Вот именно. Заложив руки в карманы, Генри подходит к Холмсу. Тот делает глоток жидкости цвета апельсинового сока. Как в Лондон? Приподняв брови, Холмс покачивает головой. Я поеду с вами. Вы что, хотите, чтобы я остался здесь один? Вы останетесь. Вы обещали во всем меня слушаться, и вы останетесь. Но вы же обещали пойти со мной вместе к Степлтону. Доктор Ватсон напишет Степлтону извинительную записку. Приказ второй. Вы отправитесь в гости на коляске, отпустите ее назад и скажете Степлтону, что вернетесь домой пешком. Генри склоняется к Холмсу. Что? Садится за стол. Что, вы хотите, чтобы я шел через болото один? Ватсон, так вы сами запрещали мне там даже гулять! Вы можете идти совершенно спокойно. Холмс вставляет в рот трубку. Встав, Генри с выражением недоумения на лице отходит от стола. И главное, Баскервиль, если вам хоть немножко дорога ваша жизнь, никуда не сворачивайте с тропинки. Генри опускается на стул около камина. Обреченно взмахивает рукой. Ветер покачивает голые ветви серых деревьев, окружающих Баскервиль-холл. Холмс и Ватсон перед почтой. За ними через окно наблюдает Мортимер. Дороги сильно размыты. На улице нет людей. Это ответ Лестрейда на мою утреннюю телеграмму. Он приезжает дилижансом в 5:40. Нам может понадобиться помощь полиции. Вы его встречаете, дорогой друг? А я должен успеть нанести визит вашей старой знакомой, Лоре Лайонс. Лора Лайонс стоит около камина.
Локоть правой руки опирается о каминную полку. Изящные пальцы держат трубку с маленькой чашей и длинным тонким мундштуком. Меня зовут Шерлок Холмс. Я расследую обстоятельства смерти Чарльза Баскервилля. Мой друг, доктор Ватсон, передал мне все, что вы ему сообщили об этом. Остается выяснить то, о чем вы умолчали. О чем же я умолчала? Холмс подходит ближе к Лоре. Вы признались доктору Ватсону, что вызвали сэра Чарльза к калитке к 10 часам вечера. А мы знаем, что сэр Чарльз умер в это время и в этом же месте. Вы умолчали о связи между этими двумя фактами. Между этими двумя фактами не существует никакой связи. Речь идет о преднамеренном убийстве. А улики таковы, что под следствием может оказаться ваш друг мистер Степлтон и его жена. Глаза Лоры расширились. Она откладывает трубку на каминную полку. С непониманием смотрит на Холмса. Его жена? Особа, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена. Его жена. Лора берет со стола батистовый платок, вытирает пальцы, державшие трубку. Но ведь он холостяк. Холмс открывает тонкую фиолетовую папку. Извлекает черно-белую фотографию. Вот фотография супружеской четы, снятая 4 года назад в Йорке. На обороте надпись «Мистер и миссис Ванделер». Я надеюсь, вам знакомы эти лица. Если вам, конечно, приходилось встречаться с этой женщиной. На фото сидящий на стуле Степлтон, за его плечом стоит Беррилл. Лора комкает платок. А вот официальный документ, подписанный 3 весьма уважаемыми людьми. Это описание мистера и миссис Ванделер, содержащих частную школу Сент-Оливер. Прочтите, у вас отпадут всякие сомнения. Лора берет дрожащими указательным и средним пальцами лист бумаги, опускает на столик с печатной машинкой. Отойдя от Холмса, стоит к нему спиной. Плечи подрагивают. Я понимаю, как вам трудно говорить об этом, миссис Лайонс. Давайте сделаем так. Холмс убирает лист в папку. Я буду рассказывать вам ход дела, а вы поправите меня, если я допущу какую-нибудь неточность. Письмо было написано по наущению Степлтона. Лора прижала ладонь к лицу. Да. Он сказал вам, что сэр Чарльз берет на себя расходы по вашему бракоразводному процессу. Да. А потом отговорил идти на свидание. Он сказал, что перестанет уважать самого себя, если деньги на процесс даст кто-нибудь другой. Поворачивает Холмсу побледневшее лицо. Потом он поклялся, что, несмотря на свою бедность, отдаст последние пенни, чтобы расстояние, которое разделяло нас, исчезло. Вы узнали о смерти сэра Чарльза только из газет? Да. И Степлтон взял с вас слово, что вы никому не скажете о предполагаемом свидании? Да. Он сказал, что смерть сэра Чарльза была при таких странных обстоятельствах, что если узнают об этом письме, подозрение пойдет на меня. Степлтон в любой момент может разделаться с вами, как с ненужной свидетельницей. Потирая шею, Лора медленно опускается на диван. Холмс кладет папку на столик с печатной машинкой, садится на край дивана. Миссис Лайонс, последние несколько месяцев вы ходите по краю бездны. Тяжело дыша, Лора опускает руку. По дороге между усеянными камнями склонами едет экипаж. На козлах Ватсон. Крупное дело? Давно такого не было. Вы прочистите вам горло от лондонского тумана. Вы с оружием лезть? Ну, раз на мне брюки, значит, и задний карман на них есть. А раз задний карман есть, значит, он не пустой. Экипаж въезжает в круглый овраг. Верхушки холмов подсвечены заходящим оранжевым солнцем. В тенистых местах лежит снег. Экипаж останавливается в центре оврага. Из экипажа первым выходит Лестрейд. Он невысокий, с узким лицом, бегающими глазами, кривыми ногами. На нем коричневый костюм, большая кепка, белый воротник-стоечка, черный плащ-накидка. Да, мистер Холмс, места здесь невеселые.
Щурясь, оглядывается, всматривается вдаль. А что это за огонек? Это Меррипетхаус, конечная цель нашего путешествия. А теперь, джентльмены, прошу вас ступать как можно тише и говорить шепотом. Холмс идет первым. За ним следует Лестерейд. Последним идет Ватсон. Поднимаясь по выступающим плоским слоистым камням, взбираются по склону Останца. Подходят к куче плоских камней, похожих на беспорядочно наваленные плиты. Лестрейд встает на самый высокий камень. Ватсон показывает ему жест, опускаемый ладонью. Лестрейд спускается ниже. Прекрасно, джентльмены. Эти камни послужат нам прикрытием. Здесь и будем ждать? Да, строим засаду. Ватсон, вы бывали в доме? Вам знакомо расположение комнат? Что это там за окна справа? Это кухня. А вот то ярко освещенное. Столовая. Пойдите, посмотрите, что они там делают. Прячась за невысокие голые кусты, Ватсон приближается к дому. В правой руке револьвер. Запрыгнув на выложенный из серого камня цоколь, идет вдоль стены. Заглядывает в витражное окно, светящееся желтым светом. Генри сидит на диване около круглого столика. Степлтон поднимается, наполняет бокалы прозрачной коричневатой жидкостью из графина. Сев за стол, делает из бокала глоток. Генри не прикасается к стоящему перед ним бокалу. Отставив бокал, Степлтон протягивает Генри открытую плоскую металлическую коробку с сигарами. Тот отрицательно качает головой. Степлтон раскуривает сигару. Подняв бокал, кивает Генри. Улыбнувшись, тот кивает в ответ. Степлтон делает глоток. Показывает в направлении двери. Что-то говорит, поднимается. Улыбаясь, Генри что-то отвечает и утвердительно кивает. Ватсон опускается ниже. Степлтон подходит к окну. Смотрит в него. Затянувшись сигарой, идет к двери. Оставшись один, Генри берет свой бокал. Задумчиво смотрит на его содержимое. Вздохнув, ставит обратно на стол. Складывает руки на груди. Ватсон переводит взгляд в сторону открывшейся входной двери. Отступив от освещенного окна, прижимается спиной к стене. На крыльцо выходит Степлтон. Медленным взглядом обводит двор. Спустившись по ступеням, направляется к каменной пристройке. Оглянувшись, входит в нее. Пригнувшись, Ватсон бежит прочь от дома. Держа перед собой револьвер, смотрит по сторонам. Дом постепенно окутывается густым туманом. Остается видимым только яркий прямоугольник окна в столовой и два круглых декоративных окна. Если сэр Генри не появится через 15 минут, тропинку совсем затянет туманом. Ватсон стоит за спиной Холмса. И вообще мы стоим слишком далеко. Это рискованно. Его могут настигнуть раньше нас. Закрыв глаза, Холмс поднимает руку. Тихо. Кажется, идет. Тропинка проходит между двумя склонами. В тумане становится видна фигура Генри Баскервилля. Заложив руки в карманы, он быстро идет по плохо освещенной тропинке. На нем длинное коричневое пальто, черная шляпа. Он часто оглядывается. Стоя на возвышении, Холмс провожает его взглядом. Поворачивает голову. Вот она.
По темной тропинке движется большое существо со светящейся мордой. Увидев его, Генри бежит. Существо проносится мимо укрытия сыщиков. Ватсон и Холмс вскидывают револьверы. Существо настигает Генри. Это огромная ростом с человека собака. Сбивает Генри с ног. Схватив пастью за выставленный вперед локоть, встряхивает Генри, как тряпичную куклу. Лейстрейд сбегает по склону. Собака открывает огромную пасть зубами длиной в несколько сантиметров. Лейстрейд стреляет в упор. Хладнокровно поправляет кепку. Сэр Генри, с привидением, которое преследовало ваш род, покончено навсегда. Генри лежит рядом с телом собаки. Ее морда продолжает светиться в темноте. Холмс и Ватсон осторожно усаживают Генри, ощупывают его тело. Что это было? Как вы себя чувствуете, сэр Генри? Простите, сэр Генри, что мы подвергли вас такому страшному испытанию. Холмс проводит рукой в перчатке по морде собаки. На пальцах остается светящееся вещество. Фосфор. Странная смесь, совершенно без запаха. Состав преступления теперь налицо. Держа перед собой пистолеты, Холмс, Лейстрейд и Ватсон вбегают в столовую Степлтонов. Вбежавший по деревянной лестнице на второй этаж Ватсон возвращается, берет керосиновую лампу. Там кто-то есть. Холмс поднимается первым, за ним Ватсон и Лейстрейд. Стоят перед деревянной дверью. Холмс распахивает ее ударом ноги. В небольшом помещении столб. К нему простыней привязана Берил. Поверх простыни намотана толстая веревка. Путы закрывают рот Берил. Ее голова безвольно свесилась на бок. Замершие на мгновение сыщики начинают быстро развязывать веревки. Освободив, усаживают Берил на стул. Вот сюда. Мерзавец. Холмс, да. Где ваш коньяк? Голова Берил откинута назад. Холмс прикладывает к ее губам флягу. Какой мерзавец. Осторожно придерживает голову Берил. Та открывает покрасневшие влажные глаза. Он убежал. От нас не убежит. Я не про мужа. Сэр Генри спасся. Да. Берил облегченно выдыхает. А собака? Убита. Зло смотрит перед собой. Он может быть только в одном месте. В самом центре Гребневской трясины есть островок, на котором когда-то был рудник. Там он держал свою собаку. Поднимает глаза на сыщиков. Туманное утро. Видимость около 10 метров. Сыщики идут по болоту, ощупывая землю длинными шестами. Первым идет Ватсон. Проверяя почву, перепрыгивает с кочки на кочку. За ним следует Холмс. Наступает на те же места, где прошел Ватсон. Побросав шесты, выбегают на небольшой островок с промерзлой землей. К низкой бревенчатой хижине ведут несколько досок. Калитка хижины открыта. Первым по доскам идет Лейстрейд. За ним Холмс и Ватсон. Сыщики подогнули ноги и склонились к земле. Споткнувшись, Лейстрейд опускается на одно колено. Оглядывается на Холмса и Ватсона, вбегает в хижину. К одной стене прикреплена толстая цепь. Под ней обглоданные кости. На столбике черный ботинок с белыми вставками. Узнаете, Ватсон, этот ботинок? Его родной брат сгорел в камине гостиницы Нортумберленд. Два башмака, какие разные судьбы. Придерживая большим пальцем, Холмс опускает курок. Кучка тонких костей и клочья шерсти. Вот все, что осталось от Снупи. А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит. Холмс берет стоящую на ригеле жестяную банку. А вот и фосфор. Выходит с нею из хижины. Банка вылетает из рук. Поскальзываясь по болоту, убегает Степлтон. Холмс стреляет. Выстрелы Ватсона. Степлтон стреляет из-за возвышения.
Прыгая по кочкам, убегает. Лейстрейд выламывает доску из стены. Стреляет. Перекатившись по замерзшей земле, Степлтон бежит дальше. Спрыгнув, скрывается за высокой кочкой. Гонимый ветром, туман постепенно развеивается. Из хижины выходит Холмс. Быстро идет к кочке, с которой прыгнул Степлтон. За ним следуют Ватсон и Лестрейд. Прыгают по промерзшим кочкам. Встав на большую кочку, смотрят на темную воду. На ее поверхность поднимаются большие пузыри. Какая страшная смерть. Генри со страдальческим лицом полулежит в постели. На лбу пластырь. Темпор мутантур, et nos mutamur in illis. Мортимер прикладывает руку к запястью Генри. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Вот теперь и вы, мой пациент. Смотрит на карманные часы. Я этому рад. Отпускает запястье. Теперь вы настоящий диванширец, мужественный человек, хозяин Баскервиль-холла. Прикладывает тыльную сторону руки к колбу Генри. Скоро мы сядем на корабль и поплывем вокруг света, через 3 океана и 16 морей. Кругосветное путешествие – лучшее лекарство для англичанина. Мы не сядем на грязный пароход. Мы сядем на прекрасный 5-мачтовый корабль и поплывем. На щеке Генри блестит след от слезы. И вернемся здоровыми. Войдя, Лестрейд поправляет волосы. Ну что ж, я рад, что вы целы и невредимы. Скотланд-Ярд всегда будет стоять на страже вашей безопасности, уважаемый Баскервиль. Собака убита. Мерзость какая. Все позади. Я с легким сердцем покидаю ваш гостеприимный дом. Мортимер берет его за плечи. Ну вот. Лестрейд уходит. А потом, Элиза кормит Генри. когда мы переехали сюда, они остались в Лондоне. Очень вкусная каша. Мы очень любим овсянку. Генри А потом она уехала за океан морщится. и прислала мне длинное письмо. Родился у них мальчик. Назвали они его Генри. Мальчик заболел, а потом стал кушать овсянку и вырос большим, здоровым и красивым. Берримор гладит Генри Тоже будем есть овсянку. по голове. И скоро будем сильными и здоровыми. Мы очень любим овсянку. Да. Жующий овсянку Генри широко улыбается. Показывает на свои губы. Элиза берет у Берримора салфетку, вытирает губы Генри. Тот с улыбкой показывает на кашу. Элиза продолжает его кормить. Гостиная в доме на Бейкер-стрит. Холмс и Ватсон сидят в креслах перед камином. Холмс курит трубку, Ватсон попыхивает сигарой. На столике графин и бокалы. Фамильный портрет не лгал. Этот мнимый Степлтон действительно из рода Баскервилей. Он сын младшего брата сэра Чарльза, Роджера Баскервиля, который давно переехал в Южную Америку. Там этот негодяй женился на некой Берил Гарсия, Ватсон одной из красавиц Коста-Рики. наполнил бокалы. Украл казенные деньги, бежал в Англию, переменил фамилию на Ванделер и открыл частную школу в Йоркшире. Хадсон с газетой. Меткий выстрел инспектора Лестрейда в Диваншире. Это правда, мистер Холмс? Истинная правда, миссис Хадсон. Это правда, доктор Ватсон? К сожалению, да. Почему, к сожалению? Тайм считает, что это лучший инспектор Скотланд-Ярда. Как человек, лишенный воображения, Лейстерт нам очень пригодился. И в конечном счете сэр Генри
ему обязан жизнью. Холмс берет бокал. Как вы были правы, Ватсон, это запутанная история. Слепая вера старого Баскервилля в легенду подсказала преступнику идею сделать из собаки исчадие ада. Сэр Чарльз сам рассказал Степлтону их семейные предания и таким образом встал на свой смертный путь. Степлтон знал, что у сэра Чарльза плохое сердце и что сильное потрясение может его убить. Ватсон берет бокал. Так оно и случилось, когда у калитки вместо Лоры Лайнс старик увидел это пугало. Но появление наследника, сэра Генри, заставило Степлтона начать все сначала. Делает глоток. Моя роль скромна. Дело покатилось непредсказуемым ходом. Мешался беглый каторжник, да и страстная любовь сэра Генри также не поддавалась логическому анализу. Холмс отставил бокал. Для меня по-прежнему загадка, как Степлтон собирался доказать свои права на наследство. Но эту тайну он унес с собой в глубину Гримпинской трясины. Вряд ли его несчастная жена знает подробности. К ее чести, Ватсон, надо сказать, что она всячески сопротивлялась убийству. Холмс раскуривает. А Лора Лайнс? Она не похожа на наивную женщину. Трубку. Что заставило ее стать слепым орудием в руках негодяя? Реальная подоплека или опять-таки мистическая сила? Раскурив трубку, Холмс склоняется к Ватсону. Кто знает, дорогой Ватсон, кто знает. Откинувшись в креслах, смотрят на огонь, пляшущий в камине за стеклянным экраном. На фоне гравюр с изображением лондонских улиц появляются титры. Автор сценария Игорь Масленников при участии Юрия Векслера. Режиссер-постановщик Игорь Масленников. Композитор Владимир Дашкевич. Звукооператор Ася Зверева. Оркестр Ленинградской государственной филармонии. Дирижер Эмин Хачатурян. Директор картины Григорий Прусовский. Конец фильма. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОС «Фильм».